Бисмилля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Так что, Масера Бюстиквел, уважаемые братья и сестры, подождем, пока немножко наши подписчики тоже подключатся. Наши каналы, так сказать. Давно нас не было в эфире. Но, алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Так. Ага. И где он? Сейчас. Ага, все. Понял. Понял, принял. Принял. Так. Сейчас пока все подключишь, пока все наладишь. Так. Надо поставить беззвучное. Поставим на беззвучное. Так, Telegram тоже включен у нас. YouTube. Башлам. Махду ханяр ас хаэфири ларьё. Хан. Ларьер, но у нас, к сожалению, не всегда все получается. Не все так просто, как говорится, все поделаешь. Смотрите на этот дизайн. Минимализм, Так. который органично впишется в любой интерьер. Корпус выполнен в нейтральных тонах, что делает его универсальным для сочетания с другими устройствами. А размер Так. Не всегда все зависит от нас, мои уважаемые подписчики. В основном моя работа, как говорится, зависит от вас. Но вы того не понимаете. Некоторые люди, по крайней мере. Итак, мы в эфире. И поскольку несколько человек сразу изъявили желание, что они придут к нам в эфир, посмотрим, придут ли они, или все закончится, как всегда, на уровне разговоров о том, что обещали, и трансляция. И у нас трансляция. Так, Telegram тоже у нас включен. Трансляция началась. Итак, да, друзья, и многие сегодня задаются вопросом, какая тематика. Сделаем так. Мы, конечно, можем и по тематике пройтись, и можем отвечать на вопросы сразу же. Но у нас, как говорится, в прошлый раз мы
есть работа, которую мы начали. Это называется академический сборник Академии наук Чеченской Республики. Работа Умалата Лаудаева «Чеченское племя. Суждения и комментариях». Вот мы его начали. Вот такая вот книга. По нему это уже сейчас зависит от вас. Или же тематику «Ответы на ваши вопросы». Также наши братья Орствай просили некоторые материалы вот с данной книги, задавая опять же вопросы. Здесь отметки у меня получены. Это вопросы по селениям Сунжинского района. Кто там проживал, когда проживали, какие фамилии, у кого эти земли были, грубо говоря, отняты, кого в эти селения заселили на период истории после Кавказской войны, так сказать. Или даже можно сказать точнее, во время Кавказской войны. Вот. Есть такие материалы у нас. Вот. И дальше сегодня всю свою работу. Хайшуй телеграм чуабочансо, хайшуй. Секрет. Ибраим, хайшуй, связь моевой. Дякую. Это хорошо. Мы начали точно так же работу по поисках национальной идентичности. Там есть материал очень хороший по Сунжинскому району, если кто помнит, да, кто задавал вопросы. Так что эфирное время сегодня, все зависит от вас, что вы хотите обсуждать и какие моменты вы хотите обсуждать. Если вдруг это касается всех, кто у нас на данный момент и в Телеграме, у нас прямой эфир идет в Телеграме, прямой эфир идет в Инстаграме и в Ютубе одновременно. Я так понимаю, мы задействовали из наших 6 ресурсов 3 ресурса. По крайней мере, вроде бы у нас все работает. И мы готовы ответить на ваши вопросы, комментарии. Некий Абдулла Галдабаев, что ли, отправил запрос. Я его принял, но он отклонил его. Потихонечку мы будем подключаться, ближе обычно к 10 часам подключается. Я знаю, сегодня один вопрос, начнем с этого вопроса. Это внутренний вопрос, непосредственно тейповый вопрос. Сегодня так получилось, что я поехал в Гудермес на, так сказать, тезиат у моего брата. Вот, умерла сестра, и поехал туда. После дуа ко мне подошел один из представителей города Гудермес. Видать, он узнал, может, возможно, это подписчик, потому что если бы не подписчик, он по имени меня не назвал. И начал задавать мне вопрос по поводу касаемо тейпа чертой. И вот этих различных легенд, которые... Ибраим, я вот сейчас в данный момент твои голосовые прослушать не могу в эфире. Я сделала, если что, Ибраим. WhatsApp чубаунствую. И начал задавать вопрос касаемо тейпа чертой. Вы знаете, что в нашей истории, к сожалению, нашей внутренней истории, очень много небылиц, очень много рассказов на уровне, грубо говоря, сплетен, рассказов, легенд. Я бы больше сказал, чтобы это не выглядело так некрасиво, я бы сказал легенд, которые рассказывают о тех или иных тейпах, не с лучшей стороны. Все вы это слышали. Со своей стороны скажу так. С тех пор, как я начал заниматься внутренней, региональной, да, нашей историей, честно сказать, я натыкался на уйма различного
рода вот этих легенд и сказок, и ни одна из них не подтвердилась. Ни одна. По крайней мере, пока. Вот. А что касается на сегодняшний день, если взять по каждому из тейпов, и причем тейпы после различного рода а, информации, которую мы проверили, касаемо это или генетики, или истории, или географии, ну, никак не подтверждается. Но поскольку этот человек попросил, и я ему дал обещание, я коротко расскажу. Что касается тейпа «Чертвой». Да? «Чертвой» один из... Вкратце я расскажу. Что касается «Чертвой», и ходит такая молва, есть записанная, незаписанная легенда, что якобы «Чертвой» Жиктибу и имеет еврейское происхождение. Ну, вот такая вот ерундовая легенда. Поясню вам почему. Точно так же, с такой же легендой сталкиваются такие тейпы, как Шунуай. Их тоже называют, якобы они относятся. Точно так же с такими же высказываниями в адрес некоторых Цвантрой говорят. То же самое высказываются. То есть все вот эти тейпы, которые я называю, где-то кто-то в каких-то легендах, сказках, небылицах пытается приписать к тому или иному тейпу. Точно так же относится и к Ширди тейпу. Почему я не имею никакого понятия, вот зачем. Все, опять же повторюсь, что все вот эти небылицы и сказки не имеют никакого под собой основания. Никакого. Что же касается самих Чертвой, про Чертвой я очень много раз рассказывал, поясню вам. Чертвой — это исконно чеченский тейп. Это не маленький тейп, один из больших, не скажу, что огромные, там, допустим, такие как Цвантрой, Бенуай, Гендергной или Эхки, нет, но плюс-минус, насколько есть информация, по последним данным, до 50 тысяч человек. Которая информация есть, я не знаю, возможно, произошли обновления, есть какие-то более свежие цифры. Но из тех, которые мы знаем, 50-67 тысяч, вот колебания между этими. Чертовы точно так же в некоторых исторических документах указываются как основателями Игудурмеса, основатели селения Чуртура, и некоторых вот таких селений, которые есть. Сами же Чертуай, как вы знаете, описывается в грузинских летописях, что после сражения совместно с зурдзуками они проиграли Картлейскому. По одной версии проиграли, по другой версии выиграли. Но, несмотря на это, при втором повторном сражении, проиграв, они ушли в Зурдзукетию, то есть в область к своему народу, к своим братьям-чеченцам, поскольку они являются сами. Селение Чартали или и гора родовая, и селение Чартали, которое находится ныне в Грузии. Есть некоторые тейпы сегодня, чеченские, которых остались, как вы знаете, или родовая гора, или часть земли, которая оказалась в Грузии. Это, как мы знаем, мы говорим о раннем Средневековье, в тот период. Поэтому непосредственно, насколько мы знаем, мы по чертоевцам, я обязательно опубликую, у меня достаточно материалов про Чертой, про всех, кстати, и Муква тоже относят туда же. Опять же, вся эта информация про тейпы, я его пытаюсь скомпоновать и опубликовать. Будем, если у меня хватит на то и здоровья, и возможностей, про каждый тейп чеченский мы запишем. Но только чеченский. Вот. Что же касается, почему вот эта легенда, я пытался догнать эту ситуацию, как же и на каком основании. Во времена Кавказской войны, да, кстати, что тоже не подтвердилось, даже исторически хочу сказать, поскольку я знаю, один из наибов имама Шамиля был Черту.
во время имама Шамиля, да и вообще в разных спорных вопросах, особенно Гудермесский с области Ичкерии, с этой восточной части Чертвой, всегда в любых спорах, в любых конфликтных делах выступали в качестве маслаата. Эти люди всегда занимались маслаатом. То, что я догнал, я вам расскажу. А если у вас есть какая-то другая версия, вы можете поделиться, и мы проверим. И все время, где бы ни происходила ссора, где бы ни происходили бы скандалы, между любыми тейпами, между любыми селами, одними из самых главных людей, которые занимался маслаатом, которые занимались примирением, являлись чертовцы из тейпа чертов. И одни из представителей одного из тейпа как-то высказались, что ни в одних из ссор или войнах, что якобы чертой не участвует, а участвует только в урегулировании любого вопроса, что они чрезмерно не любят воевать, что они являются такими очень хитрыми, всегда примиряющими, всегда с лучшей стороны, что они джикты. Вот так пошла вот эта байка о том, что вот раз не любит воевать, раз всегда любит примирять, что они якобы являются джикты тейп дуэла. И вот эта байка пошла, опять же, не имеющая себе никакого под собой обоснования. На сегодняшний день, как мы все знаете, я вам сказал про селение, про гору, про сам тейп Чертвай, про генетику. То же самое. Генетически они чистокровные ногчи чертовцы. Никаких корней у них, алейкум ассалам, никаких корней у них с евреями нет. Нету никаких корней с евреями у Шонвай. Такой гаплогруппы у евреев, насколько я знаю, вообще нет. Нет такой гаплогруппы у Цвантруя, как у евреев. Нет такой гаплогруппы у Ширди, как у евреев. Поэтому все вот эти сказки в свое время, они происходили каким образом? В любых каких-то спорных вопросах, или Яли, Нигин, или основание села, или вот какие-то вот моменты, когда тебе человек чем-то не угодил, вот у нас есть такая привычка, вы пытаетесь, не все, конечно же, некоторые люди пытаются выдумать какую-то басню или сказку про этого человека, про этот тейп, или про это село, что угодно, без разницы, запускают вот этот, ныне называем молодежным сленгом, мем, этот мем начинает гулять. И с учетом того, что когда ты едешь на какие-то свадьбы, едешь в какой зал, да хаваш, тезиат, не тезиат, когда собираются, когда рассказывают, делятся, вот я слышал это от моего друга, он от своего отца, он от этого. Но ничего из этого, ничего подобного не подтверждается. И есть какие-то либо причины. Ни про Бенуай, ни про Гендергнуай, ни про Цвантруай вот эти мифы и легенды не подтвердились. Когда-то какой-либо представитель какого-либо может совершить и глупость, может сделать какие-то смешные действия, может там или предать может, или наоборот показать себя с лучшей стороны, как достойный сын или достойный воин. Например, поясню вам, если у Шурма шейх Мансур является, мы знаем, что он является из тайпа Эльстаншхо, это не обозначает, что все эльстаншхоевцы такие, как у Шурма. Со всем моим уважением и любовью этому тайпу. Примерно я говорю. Если Зелимхан Харачуевский являлся достойным сыном чеченского народа, вы знаете, это легендарная личность нашей истории. Это не обозначает, что все харачоевцы такие же, как Зелимхан Харачоев. Если Бойс Харбену, один из самых легендарных исторических личностей среди нашего народа, является такой личностью исторической, мощной, да, несгибаемой, это не обозначает, что все Бенуи там, в количестве там 300 тысяч должны быть похожи на него или переняли все от него. Бывают и хорошие, бывают и плохие. Кто-то может быть и больше, кто-то может быть и меньше. Это не зависит, в каждом тейпе есть хорошие или плохие. Если когда-то, допустим, один тейп основал одно селение, это не обозначает, что кроме этого тейпа никто не основал село. Или что этим же занимаются сегодня потомки этого тейпа.
Поэтому с этими вопросами, когда вы говорите про тот или иной тейп, про ту или иную историю, нужно очень аккуратно относиться и следить за своим языком. Если у вас нет подтверждения лингвистического, я не знаю, археологического, генетического, что бы там ни было, нужно знать обязательно подвох, как, где сделали. Чертова численность 35. Имам, ты уже давно отстал от списков, Ваша, поверь мне. Отъела, имам, я тебя прошу, не надо. Мне про численность рассказывать не надо. Я прекрасно, хорошо знаю, с многими знаком с числами. Те данные, которые у тебя есть, они еще в 90-х годах, в начале, в 91-м, 92-м году были такие. Сейчас ситуация очень сильно коренным образом изменилась. Поэтому я не люблю этот вопрос, честно вам скажу, когда начинают, расскажи, какой самый большой тейп, расскажи там, где у кого каких героев больше. Я такими провокационными вопросами не занимаюсь, потому что это на самом деле многих людей подстегивает, и начинается вот это, вот он специально это сказал, вот он сделал, это недостоверно и так далее и тому подобное. Поэтому я такого рода вещами не занимаюсь. По мне самое важное это национальная политика, национальная идеология и идея, которая непосредственно приводит к тому, чтобы у нас был мир, стабильность, просвещение, размножение, называйте как хотите, с любой стороны. В любом случае, только мирное сосуществование. Это самое главное. Башлам в двух словах. Оля, сесной, наш хуях сабил буй. Наш хуях хабил бу сухут тарвац. Наш хабил бу сухут тарвац, но наш хуях хабил бу сухут тарвац. Почему? Потому что там нужно знать более точные данные, генетические данные. Генетика такая вещь. Я интересуюсь конкретно определенными тейпами, вот, занимаясь генетическими вопросами, которые подвергаются самым большим нападкам. Допустим, Эрснуай, Варандуай, Гунуай, Энгнуай, Шунуай, Чунгруай, Рикхуай, Хуай, Эхки, Лам Эхки Башунас, Тирвай, Кенти, Чинхуай, Нихлуай, Пентуай, Хаккуай. Это те тейпы, ну, арстхоевские, само собой, арстхоевские тейпы, такие как Галай и остальные и так далее. Поэтому я интересуюсь определенными тейпами, почему поясню. Когда упрекают или когда затрагивают в тех или иных вопросах эти тейпы, чтобы знать. А так, более маленькие, средние тейпы надо проверять, надо смотреть. Не забывайте, что на самом деле генетические данные, генеалогические данные, которые есть вообще, да, и в Чечне, и в Дагестане, это очень маленький непосредственно процент, который сдали. Ну, если повсеместной сдачи ДНК-анализов нет. Мне очень понравилось то, что некоторые норвежцы так сильно переживают за меня. Они несколько раз там сдавали вместо ДНК, там выделили кружком, написали, что вот я, оказывается, приехал с Монголии, пришли мои предки с Монголии и так далее и тому подобное. Ну, что поделаешь. Когда имбецилы, умственно недоразвитые, пытаются чем-то тебя оскорбить, они пытаются хотя бы генетически тебя отдалить. Но хочу их огорчить, потому что, несмотря на все это, нордийских утырков, ваш предводитель, шейх Руслан Бузуртанов и остальные, вы можете посмотреть в данных, как отмечаются представители моего тейпа, и их, как и Мунхуай, также и Эшбатой, вы приписываете к себе, к своему народу. Но благо я
не буду сейчас из-за этого переходить на личности. Вы знаете, у вас, точнее, есть более такие с красными горшками потомственные историки. Там есть у вас генералы истории, допустим, великолепные изучающие кандидаты, ученые Российской Академии Наук начали выпускать. Вы знаете, как они начали противодействовать против меня? Они начали снимать мультики. Они настолько сильно боятся истины, хотя я, честно сказать, нисколько не переходил на их личности в основе своей, а по их делам судил. Я не смотрел их национальной принадлежности, не пытался искать их какие-либо генетические данные, но они пытаются, мне в директ скинули почти что 10-15 человек, где начали снимать мультики про то, что некий генерал в желтых штанишках с мечом самурайским пытается каким-то образом, генерал истории, как она себя называет, другой потомственный историк в 4-м поколении Красный Горшок. Ну вот эти люди пытаются каким-то образом задеть нас по внешним данным. Но благо на все, что у нас есть и документы, и книги, какие вопросы будут, мы можем по любому вопросу касаемо и названия, по любым документам, картам, никаких проблем нету, мы поднимаем, показываем. Мой отец рассказывал, что слышал от стариков с Эссенхо, что они вышли из Нашхи, и я подтверждаю. А он сказал, не вышли из Нашхи, он сказал, что мы Нашхой, он сказал, если я не ошибаюсь. То, что вышли многие из Нашхи, это да, очень многие вышли из Нашхи, очень многие. Ну, после нашествия Тамерлана, само собой. Во время реконкисты все начали понемногу спускаться обратно на свои земли, и в нижней части столкнулись уже с понаехавшими, так сказать, кочевыми племенами. Вот так вот. Если есть вопросы, задавайте вопросы, мы будем отвечать. И первый наш сегодняшний эфир поддержал Юнус. Юнус дал сейдуал, дал духуахуал. Юнус задонатил и поддержал наш канал. Он почему-то с Фейсбука. Юнус с Фейсбука. Вот. Поддержал наш канал. Я так думаю, что это если правильно. Вот. Есть ли вопросы у вас? Их надо на шариатский суд. Да не придут, никто не придет на шариатский суд. По шариатскому суду призвали, ждали. Не то, что я как бы. Да, и еще. Еще. Хочу довести до вас вот последние новости за эти 2 недели, пока нас не было в эфире. К нам, до меня, по крайней мере, ну, это те же самые, которые оставил Тамерлан после себя и до Тамерлана, кто пришел. Огромное количество материала, которые скидывали нам во время вот моего отсутствия. По крайней мере, 3 или 4 человека из 10, которые крайне радикально относятся, говорят, что алейкум ассалам, что обязательно меня убьют, обязательно сделают тешамбулх. Передаю вам пламенный салам. Еще раз повторюсь, прежде чем кого-то убивать, прежде чем кого-то застрелить или сделать ТБ, нужно иметь мужество, чтобы предъявить конкретно, по какому вопросу вы то или иное действие делаете. Вот. Тот человек, который заходит, начинает материться, называть какие-то интимные места родителей, я с этими людьми не общаюсь. Для меня эти люди рабы. С рабами рабы пускай общаются
с рабами. И это их уровень. Нормальный культурный человек может зайти в любой момент, задать вопрос и получить ответ. Что касается тех же самых якобы огромное количество людей задел, обидел так называемых войнахистов, да, которые говорят, ты сильно задел войнахов и так далее. Уважаемые подписчики, уважаемые люди с Северного Кавказа, с юга России, в каждом эфире я приношу свои извинения. Если я каким-то образом кого-то задел или обидел. Но вы должны понимать, я констатирую факты. Факты, исторические материалы, документы, вот и все. Я не противник чего-либо, какого-то конкретно субэтноса, шахара, тухума, тейпа или фамилии. Вы, или точнее ваши провокаторы, заходят в эфир, задают вопросы, я лишь отвечаю на вопросы. И когда мне задают вопрос о том, что считаешь ли ты войнахой, я говорю, что войнахи это всего лишь слово. Нет такой нации и никогда не было этой нации. И я вам зачитываю документы официальные и публикую эти документы специально для тех людей, которые начинают рассказывать какие-то небылицы. Начиная от Османской империи, заканчивая там, я не знаю, со времен Тамерлана, то есть 14 веков. Я вам поясняю, что я человек, который работает по документам. У меня нет ни одного документа, где какие-либо общества записаны как войнавские до начала первой половины 20 века. Нет такого документа, он не существует. Чтобы вы понимали. Войнах – это наши люди, термин, искусственно введенный в обиход Яковлевым при поддержке Мальсагова. 1928-30-е годы. Вот в этот промежуток времени. И ко мне никаких претензий быть не должно. И опять же, какие три общества он относит к этому? Первое – это, запомните, кроме трех этих обществ, никто к войнахам не относился в научной литературе. Это чеченцы, новши, это ингуши и бацвийцы. Никакие экки, никакие мелхи, никакие тирой, никакие орствой не являются войнахами. Они являются одним народом, нашим народом, нахчи народом. Мы так чувствуем, мы так видим, и мы так показываем все по документам. Это наше мнение. Если у вас иное мнение, это ваше дело. Я не пытаюсь вас переубедить. Но если вы заходите и задаете мне вопрос, я вам отвечаю. У меня есть на то документы. Если вы говорите, что это недостоверно, что это относится ко всем обществам, покажите документ, который датирован, тем более датирован ранее 20 века, или же после 20 века, то есть 1928-30 года, где Яковлев, человек, который ввел термин научную литературу, войнах или вейнах, мне без разницы, что в этом документе указывается больше трех обществ. Или два, или три общества указываются. Два – это или чеченцы-ингуши, а третье – это бацвийцы. Все, больше никто не указывается. Даже кистинцы не указываются как отдельно. Те, которые в Панкийском ущелье, я говорю. Поэтому какие претензии у вас могут быть? Я еще раз повторюсь. Если вы спрашиваете научно, эти книги все есть. В этих книгах все записано. Я вам показываю документ, который есть. Вы можете посмотреть. Вы прекрасно знаете, особенно Сайгергалу Долдер, Сайнен Хуайболдера, вы знаете, какое у меня отношение к Орсу. Я их люблю больше всех на свете. У меня такое же великолепное отношение к Мелхе и Садейши Чуэлу. Я их тоже люблю, точно так же сильно. Лом Эке, Сарен Аубу, Пхамтой, Хаккой, Сахтой, Шатойский кластер. Ирвай, Саде Аубу. Гоуши Гергал, ну что ж.
Беной. И я могу описать любой тейп, фактически, который вы называете, потому что Цагергал, что я живу в центральной части Чечни. У меня нету ненависти. До 2018 года мне дела не было даже вот углубленно заниматься вот этими тейповыми системой, Тукумы, Шахары, горы, башни. Этого всего мне до этого не было даже дела. Да, я закончил исторический факультет на красный диплом, закончил академию госслужбы, закончил там техникум, училище. То, что я закончил, это моя личная жизнь или моя внешность, она не имеет никакого отношения к истории. Вы можете по истории сказать, вот, есть ли что, допустим, по аланам, кемерийцам, примерно, да, по джурджукам, по кистам. Я могу по Сунжинскому району, по Чеберлоевскому району, про озеро Казиное Ам, про Кизлярский вот этот треугольник земли, да про любой, Шилковской, Наурский район, про историю. Вот про такие моменты, не переходя на личность, задавайте вопрос, я вам скажу, на этой книге, на этом документе, здесь есть. Если вы начинаете говорить, что вам не нравятся мушрик, как вы их называете, мушриков, мыжги, там, документы, жюкти, это все неправда, я верю своим предкам, тогда не нужно сидеть в интернете. Верьте в то, что вы верите, сидите у себя дома. Не смотрите, не прослушивайте, не пытайтесь кому-то сделать тэшамбол, не пытайтесь заниматься фитной. Я миллиард раз вам говорил, что мне нету дела до вас. Я занимаюсь, у меня все книги касаются моей истории. Мне дела до вас нету. Но когда вы заходите и начинаете, я закидываю башню, вы говорите, ваша башня. Я закинул вчера раскопки, которые, да, кстати, к раскопкам, которые были найдены в Галанчурском районе. Благодаря там нашим братьям Азамату, Султану, Исаеву и Азамату. Я показываю, что у нас нашли. Какое вы имеете право заниматься раскопками. Там написано аварийно, там написано, что вдоль дороги, что осыпалось, что аварийно-спасательную работу там занимаются наши археологи. Заходят, начинают писать. Другой начинает писать, это наше, вы украли у нас эту землю, а потом теперь наше наследие вы берете себе. Какое ваше наследие? Что ваше наследие? Вы даже не знаете, где это находится. Другой занимается проклятием в адрес главы республики Путина, и потом меня приписывая к ним, говорит, вот вы украли, забрали. Ну, этот, я не знаю, как его назвать, имбецил даже не понимает, что эта территория никогда не входила в состав Ингушетии, Аргунское ущелье. Грубо говоря, да, этот район тем более не входил. Они не относятся. Потом наши были строители. Я публикую по строителям башенных комплексов. Они заходят, нет, это наши, это ваши, вот ты врешь. Я публикую петроглифы. Я поехал в Шихарой, Шаройский район. Вообще не граничит и рядом не стоит от Ингушетии. Это наша юго-восточная сторона нашей родины. Рядом с Чеберлоевским и Шаройский район. Там вообще ингушей не было никогда. Я спрашивал у старейшин, вообще ничего не строили, ни пастухами, ни чабанами, ни строителями, ни воинами, никогда не было никаких ингушей. У них взаимоотношения были или с грузинами, или же с теми самыми жайхой были. Да? Или андийцы, холодцы. Там дидойцы, андийцы, вот с ними у них были контакты. Но с ингушами не было. Я снимаю петроглифы, показываю башню, четырехэтажную, жилая башня. Показываю петроглифы, который вот этот символ вечности. Показываю, говорю, вот вандалы пытались разрушить, потому что в то время какие-то эти, как их называют, эмиратчики, вот эти, которые занимаются там, все, что было ранее, называют периодом джахилии, они из автомата попытались уничтожить вот этот петроглиф, который был на башне. Ну, видно, что пытались там указать, что это якобы периода джахилии. Хотя какой петроглиф имеет отношение, это не религиозный культ. Но, ну да ладно, каждому человеку ума не дашь. Показываю, что у нас петроглиф в самой восточной части, петроглиф, который только с 1991 года появился на флаге в Ингушетии, до 1991 года он не был никогда. У них на флаге этого петроглифа не было. Но у нас он есть, начиная от Хой, Шарой. Заходит человек, которому 50 с лишним лет,
и утверждает, клянется, что я якобы показываю их башню, что это их петроглиф. Я ему говорю, нет, он нет. Я говорю, ты был в Чечне хоть раз? Он в Чечне не был, в Чеченских горах не был. Но я не хочу называть его фамилию. Ну, все, кто был в этот день в эфире, вы помните, да, его? Он клялся, божился, что это их башенный комплекс, что я вру, специально ворую, и это неправильно по отношению к своим братьям. Но прежде чем поехать, я-то как раз-таки поехал, записал, зафиксировал все это, документально, видео зафиксировал. Чикоройцы не имеют никакого отношения к ингушам. Они не граничат с ними, и даже не рядом с ними вообще. Показывают древнейшие петроглифы на наших башнях. Нет, вы украли, будьте вы прокляты, проклинанием заниматься. Я его пригласил, сказал, приезжай, я тебе лично обещаю, что найду машину, и мы поедем в горы, я тебе покажу, что там нету ничего вашего. Там стоят одни из древнейших башенных комплексов. Это еще было до реставрации и восстановления вот этого Шаройского замка. Я как раз говорю, там Сан-Хуай, Хуландуай, Хакмадуай, эти башни, они до сегодняшний день стоят. Это 12 века, 13 века, 14 века башенные комплексы. По вашим же разговорам, которые есть, и говорит ваш научный работник Российской Академии Наук, РАН, генерал истории, который она себя сама так назвала, да, кандидат исторических наук, сама заявляет в своем интервью, говорит, что ваши башенные комплексы появились 16 века, 16-17 века. Это подтверждается и многими другими документами. У меня возникает вопрос, как башня в Шаройском районе 13, 12, 13, 14 веков может быть вашей ингушской? Ответьте мне. И вы задаете мне вопрос, я вам лишь ответил на ваш вопрос. Но вы, вырезав это, идете и говорите, он опять про нас. Я не говорю про вас. Но я вам поясняю. Я беру документы, высказывания, видеодокументы ваших ученых, сопоставляю его со своими данными, и кто из них врет, кто нет, я показываю вам, третьим лицам. Если вы этот вопрос не занимаетесь, не знаете поэтому, просто спросите, что вы знаете. Я вам отвечу. Вот и все. Бяхмобил. И у нас вопрос с телеграммы. Ва алейкум ассалам. Кто хотел задать вопрос? Султан Вар из Секрет Вар. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ага. Ю, ю. Так сам она ваша, хен сотай пансант вау, хадайш, дедайш дитин, шудоча ел байнш, галгишина, яцут ир Петроглюш, галгишина, ешу галгиш дознах дольш. Я ингу вообще галгиш боцаш, ингушиш дознах дольш, дуйшу сантва едац, хайта, нахар хешчан, эфирявай. Ela tabakıça ona bakı bisin taşı povoksak mi vat Na, تعديت قدوة ترى حديث ترى شاش بونش يش أنا ناف جيت يعني مست بوي مست وين سانت وي شيء نشبه شارو مكابل سانت خوش بلا خلون دو حكم تارين ليس تعديت تو كما هلا هو داغستان حبيان بوي تيجا بوي دير باتسي شكرا مكة حقوش برقي توق شام يلبك سانت خوي بوشا إيش شيء توق وي مكة توق بوي سانا عرحبا بيش باتس يسولي يوش حال داتسيجي لا توندا استاتيو تاتو يوش تا вообще без понятия, очень махлюч, что стага зламан халаван, ша хаш тахме,
چون حوالا نقل سجن خدا یون تحت گیچه ویر пространство интернета тухунуш Болтологи бая? нисто сам должен примерно октайпану оконтайпану примерно едва интернет любой связать да еще что да хати что ду вежери я дать примерно что примерно foi o chocolate чебелось говорим сега до полнуш тахаете ayolurtшин название что цикцефилче асай ит ишмаятис аер издушон тега идушон ит сонаш şey vol taypan вала бича вала şey taypan va şey lam chato ona izuchat dies nach kait dies onars и стоятель момент что вот интернет chato muhtala aşıp şu evde Sondere es Basay da boşun santa yol tabo me ya sisin boş yu hine afistimeyes otuyor da Петро, Султан, что касается петроглифов, я хочу довести до сведения. По имеющейся у нас информации, петроглифов всего на территории Чечни, которые найдены, зафиксированы, прошу слушаться в количество и запомнить его. От 250 до 600 петроглифов на всей территории Чечни. Это то, что смогли обнаружить, зафиксировать. На территории Чечни такое количество петроглифов. Тот, кто смотрит мои видеоролики, в которых мы делаем выезды в горы, вот сейчас, как подсказал нам наш брат Сандхо из Султан, на одной башне бывает 3, бывает 4, бывает 5. На некоторых мы видели до 9. Даже на мечети мы видели до 9 петроглифов. Если я не ошибаюсь, на Макажойской. Макажойя, Междиктя из петроглиф Ермяцу. Это видео у нас есть в Ютубе, вы можете посмотреть. То количество и та информация, которая у меня есть, и от археолога, и исследователей, которые занимаются нашей историей, то, что у меня есть. 600 от 250, 250, почему я называю, это не колебания, чтобы было понятно. 250 это не повторяющиеся петроглифы, то есть единичный экземпляр. А почему говорю 600? Потому что кроме этих 250 в разных местах, допустим, ладонь, там переплетение, если они одинаковые, оно идет в количество, но оно повторяется, имеется в виду. Чтобы было понятно. Всего петроглифов 600. Это те, которые зафиксировать смогли. Это приблизительное количество. Это ни в коем случае не говорит, что их меньше. И я прошу не путать. Их не делают в кухне, их не делают перфораторами, их не делают специально. Это те самые петроглифы, которые еще с советских времен в основном зафиксированы. И то, что по сегодняшний день они находятся. Больше всего, по моему личному мнению, потому что то, что я увидел. Я сейчас был в Адыгее, в Осетии, должен быть скоро тоже поехать посмотреть на башенные комплексы. В Ингушетии тоже. Насколько я знаю, и по тем документам, которые я читал, по петроглифам, больше петроглифов, чем у нас, нету ни в Дагестане, ни в других соседних регионах. По крайней мере, я не видел такого количества. И я специально спрашивал, сколько же всего петроглифов на территории Чечни, на башнях жилых. Да, и еще, самый интересный момент. Возможно, генерал обороны или генерал истории, как он называется, я не знаю, чел, который занимается больше самопиаром, наверное, утверждает, что у них, когда она дает интервью итальянскому ведущему, говорит, что 2 типов у них башенные комплексы. Жилые и боевые. Но чтобы было понятно. В Чечне, который не претендует, из которого вы всегда оскорбляете, 4 типов башенные комплексы. И они зафиксированы. И вы можете посмотреть, и в интернете можете посмотреть, и на документах, насколько я знаю. Сигнальные, боевые, жилые и полубоевые, полуживые. То есть и живут, и воюют.
Вот 4 типов. А этот человек, который является кандидатом исторических наук, давая интервью, а это ранее, до того, как она пафосно решила сейчас махать шашкой, дает интервью и говорит, что у них только 2 типов башенные комплексы, и что они являются основателями всей башенной системы и так далее. Что, конечно, очень странно. Ладно, оставим это. Башлам, в Дагестане всего 10-15 башен, но там, как и в Ингушетии, нету петроглифов. Я, честно сказать, не могу сказать 10-15. Знаю, что... Так, разрешить говорить. Я нисколько не умиляю ни ингушские, ни дагестанские, ни осетинские башни. По той информации, которая у меня есть, я сказал вот то, что я знаю. Возможно, что... Соболделыш. Возможно, я и ошибаюсь. Но, по крайней мере... я довел до вас информацию, которая у нас есть. Вот. И мне сейчас во время эфира прислали вот такое вот сообщение. Хочу его зачитать, попросили. Это наш один брат из Ингушетии. Он почему-то думает, что я не знаю почему, что я отношусь плохо к нашим братьям-ингушам, но и попросил мне зачитать. Он говорит, что я прокремлевский. Как говорится, дюэл кюрт всегда чеченские волки. У меня почему-то считает, он говорит, что если я прокремлевский и так далее и тому подобное. Так он меня в личке называет. И говорит, если я хочу братства с нашими братьями, причем я это всегда говорю, зачитать вот это. Зачитываю. Савош, работа ведется свыше уже несколько столетий, запятая. Маленькими группами, которые ненавидят друг друга, управлять легче. Пока бьешь одного, второй не придет на помощь. От обиды. Бьешь второго, первый не придет на помощь от обиды. Это скобка? Нет. Так. Бьешь второго, первый не придет на помощь от обиды. Среди ингушей работа проведена перфектно написано, да? Проведена перфектно, запятая. Ингуши убеждены в своей народности, запятая. С акинцами, кисинцами и остроевцами не получилось, так как с ингушами, точка. Да уничтожит Аллах всех, кто, зная истину, скрывает ее из-за высокомерия. Аминь, я Аллах. Старое поколение в Ингушетии в глубине души понимает, что Галга является тукумом век раньше, но высокомерие и гордыня не дают им это высказать. Валлахи, когда я понял, что мы несомненно относимся к чеченскому народу, у меня чувство появилось, как будто я 30 лет назад потерял брата и вдруг нашел его. Я, Ваха, сын Салмана, Салман, сын Абдулхамида Катиева, Тейп Баркинхуай, официально говорю, считаю себя из народа Нохчи, Тухум Галгай, Тейп Баркинхуай. Вот такое сообщение прислал наш брат, чтобы я зачитал. Валикум салам, Ваха Катиев написано. Не знаю, насчет достоверности сказать не могу, но то, что прислали, зачитал. Так что, надеюсь, ко мне никаких претензий не будет. Все, вот. Вопрос, да? Заличал. Да, конечно, вопрос, да. Слышал, при Ингушетии говорят, что там разделяют 2 района Чечню, вот эти 2 Осетию отдают. Да, слышал, давно слышал, но подтверждения тому не слышал. Я слышал это от ингушских пабликов, там читал я. Я даже читал, но мне вот сам ингуш говорит, мы ожидали, перенесли
в Грозный, в аэропорт продается, и пост на сетке где-то там, я не знаю. Кантышева, кажется. Да, слышал. Ну, я слышал, что постход еще, но ничего подобного о расформировании региона не слышал. Честно, не знаю, Санцова. Но что на уровне сплетен, слухов, это Цундера, не знаю, Маша, не могу подтвердить, но слышал. Вот он, да. Я тоже не утверждаю, просто мне сам Ингуш говорит, ты Кантышева и пост, ну, типа, мы недорогие, мы знаем, что они хотят разделить, короче, да, сам. Про этот пост сегодня кто только мне не скидывал, пост Хватини. Потом скинули какую-то запись, еще другую, ну, Бодыгдич, я не знаю, что там произошло, может, я думал, какая-то спецоперация, может, там Сунханца, я не слышал. Ну, не сегодня, не завтра, но по ходу, это реально будет часто, они сами это говорят. Это не я говорю, не обсуждаю, они сами говорят. Не знаю, наверное. Чего не знаю, того не знаю, Бодыгдич. Но укрепление субъектов, это непосредственно привилегия федерального центра. Пока нету новостей официально с федерального центра, мы будем молчать, как говорится. Если увидим, то будем знать. Но слухи, как говорится, мир слухами полон, а мы пытаемся, ты же знаешь, информация стопроцентного, сахла, нежелательного, да? Поэтому то, что они раскидывают, да, там постхват яши, что это наша земля, то все, вот это я целый день мне скидывали, но я туда, как говорится, не влазю, да. Почему? Потому что когда мы какую-то новость берем там с Ингушетии, даже если нам это не нравится, мы поддерживаем своих братьев, они это воспринимают как будто бы Шейн Хуйтрен, Диншсан, Хуйтре, Ушсан Хит. Тем более, это ведь сразу, блин, я от этих комментариев воздерживаюсь. Вот такая вот ситуация. Просто Да, я слышал, ну, достоверности могу сказать, но там Масара Акуя через изица молодой Шикан Туцига, они там типа прикол, что ли, я не знаю, там кучерявый шворкается, кучерявый. Да, там, если пост хватит арию, я больше сатем, вот это кто-то мне скинул, а так я не знаю уж, Бодыгдич. Я вот то, что если официально, обычно официально там даязен хальчет, ты можешь констатировать, а так, как понимаешь, у нас эти книги есть, вот они, мифы и предания чеченского народа и так далее. Поэтому не хотелось бы брать это, конечно. Все. Башлам. Главой Ингушетии назначают. Слышали вы? Башлама главой Ингушетии назначают. Нет, меня главой Ингушетии точно не назначают. Я не достиг такого уровня. Для этого там у них есть Калиматов. Поэтому шутки шутками. Я всего лишь маленький человек, который пытается каким-то образом повлиять на ситуацию, чтобы братство укрепилось и лжи не было между нами. Вот моя цель. Получится, получится. Если не получится, хотя многие утверждают, почему-то говорят, но сам соцер, ладно, не я же это все публикую, не я это довожу до вас всех, показываю все это. Все это идет уже далеко, давно до меня. Я лишь говорю, не делать этого, не заниматься провокацией. И все. Если нравится, нравится. Не нравится, идите в другой блог и общайтесь. Вот так вот. Мне нравится. Да. Так что вот так вот. И кто-то зашел, понятное дело. Слушай, у нас единственная одна проблема. Если не показывают лица, в эфире не оставляют. И кто бы ты ни зашел, ты заходишь или показываешь лицо, или мы с вами прощаемся, кто бы ты ни был. Так слышно, а то там затягивается звук. Звук тебя слышно, но не... Саунд, да? Да.
Сюргхаса Кача, запрос ко мне пришел от From Chrome, я его принял, от Вокстега мне еще не доходил. Вот, Рошан, меня смущает твоя футболка, то, что ты выключил состав А что там? Моя футболка же территории нормально, что в футболке нынешней не то? Ингушетии. А? Меня смущает то, что ты теперь территории Вот это? нынешней Ингушетии. Вот это? Вот этот кусок ты Да, да, говоришь? да, да, да. Это я указал место, где проживают чеченцы, в Седах и Двилки. Ночи Подожди, Ашловецкий. звук, А здесь аух, допустим, вот аух, видишь? Здесь аух, да. здесь ногчи проживают, здесь ногчи проживают. На этой карте, там, где проживают ногчи. Ее сделали, прислали мне, подарили. С Австрии, наши ногчи. Надеюсь, понятно? И Дюркюр, так вот, 90... В Седах, там, где ногчи живут. Это места, где чеченцы живут, указано на нем. Так что, надеюсь, понял. Дюркюр поближе к сердцу. Ногчи Vezeli Busiga aşk. Berzgoy. Berti yok Berti. Dual kültür Berti. Dok biz değil yani. Вопрос, да, Деша, Hadi hal. Я хочу, я иду, це є ще свої. Короче, вот каждый тейп смотрю, ночи помню. Так, У каждого тейпа свой, вот, как бы, лямно штуку, например, там, так. Галгай Бубов. Ну, Галгай Буйбов, вопрос, это первый вопрос. Bu. И второй вопрос, вот что говорит. Каждый чуновая территория, как примерно, главное, ну, вот я бау, я зану, землю. Те мелкий кусочек земли, те микмета точно хилмет, и хай, а то, я слышал, баца, до Иоэли, грузинская дорога, которая Ливерный, Ласи, Кавказ, Ну смотри, есть... Да, я понял. Я понял. Ну, насколько я знаю, Орой, Лама, Лахтаду, Алгай, Итаргимхой, Эгихой, Хамхой, Цера, Хокали, Ошо, Метиглахту, Шейлам Сани, Банч Сани. С этой стороны. Так, Диха Аур, Джейрхой, Буйхасун, ну и Дарьяльские ущелья, Кистинч, ближний Кистинц, Олцарах, Веппи, Олвой, Царах, Веппи, Олцарах, Санхена, Тигахил, Буйша, и Картант, и Лакарил части, Джейрахи, вот, чтобы было понятно, от Джейраха и до нашей территории стало нынешнего Юла, Цорвай, ой, Цечуай, Мержуай был Меткереваинс, окажется, в 2009 году, Каиратинел. Да. Это и горную часть, и горную часть, и Юптигацер Хилил, так сказать, инс, родовой инс, Ваймолту. Нет, конечно, она и не была ихней. Она была под Эккешикарахил Буйза, Эккешикарахила Буйша, Веппешикарахила Буйша. Но Веппи Шахтарах Татана Феппи Ол, Феппи Шахар Ол, но и дня Крабиша, Уэйн Хуштига, еще непосредственно Эккибар. Так, по крайней мере, записано. Сейчас все делаешь. Так. Хэшлуй, Стоинс, хэшлуй. Сунам душу хэш. Хэзисо. Раз, два, три, четыре, пять. Хэшлуй. Ай, ёшкин кот. Все делаешь. إذا одновременно человек حالة واشخلشة он صح та модельная خش باي вацба. Сейчас мы запустили заново, и пока у нас идет
Окстак говорит, чтобы его приняли. Окстак, Хасан Дейлер, Саламашал Хелс, надо так заметить на Башлам. Я скажу, чтобы тебе аванс не выплатили, приглашение. Это какой аванс, мы? В Ютубе все нормально было. Если в Ютубе все нормально, значит все нормально везде. Так, у нас. Так, Салам алейкум. валейкум. Саху зарплату учут, есть Юкулане. И Айса Гудремецкий волк тоже задонатил. Айса поддержал наш канал. Айса ДРС, да, духуахуан. Гимтуй. Гудермесский. Сумоевич Мати. Куда вышла? У тебя. О. Да ничего, работаем. Потихоньку. Вышла. شو دقيقة قبشة يكخت دقيقة كودرس تليجرام شو أسبوع بشو ستهم ساعة بيبي أنتي هم إنساني вообще не канает у меня телеграм, да? Ты там говорил то, что сам угрозку эссенца деш бех би байхерды юдей вожди юдей бо. Да. Нет, я сумбях цебацу, он конкретно говорит, хавиру бахцу. Но бухты яшулани, бахцу ба, ну бухты яшулани, короче, береги спину. Виру. Но это не тот, который наш знакомый общий, нет, это другой. Он говорит, типа, в войнах и тебя ненавидят за то, что ты там что-то сказал бахцу. Башлам, я вот не понимаю одного. В войнах это Цюнгхач, это кто? Он это не написал, он начал материться, я его сразу послал. Башлам, тебя варианты. Если ингуш говорит то, что в войнах Мадейбо, что Амел Дешалча, автоматически Цуи Элли, он должен разобраться со своими дона, не ингушами, а норницами дона, которые говорят то, что в войнах Шбац была Галайбу, туда-сюда Бош, Амел Дешбол, на Ахцане есть яхиш уиз. Но что дона, в войнах что Бош, Амел Дешалча, он должен опять-таки نرنيش كتون خاتيس وقيت شون باخ دونا وين أخش دات وين أخش دات وين حقام دات وين بوش مدرسة باشلا قيتو وين ديت هم دات وين أصلا سألي никогда وين دات سألي وين ده إننا وين حقام دو بوش ما عادش حدا يحكم دوه تاقة опять-таки я знаю, что тебе, ну, скорее всего, писали, что очень قوم يعبط بوش ويا حو провокатор ويا بوش مش عايزين هريو سويسان. Во-первых, شاة ديدو بوش وصقو شاة ديدو بوش ديت يتعدو. شو دق شاجيما برشاس تدخلش شيء يحقوش هرسو أسربو أسفون ديز دق ديدو أولي شيء يحقوش تو برشنا أمل دوي. Анонимный аккаунт, да, селфи создатель аккаунт, да, сайт, я подписка, и очень сайт подписанный, очень левый аккаунт создатель, и камер все, это, и камер дешево, сага, и ведь хюгязин, вот саг из берхл дешдуиз, или в детстве дона, там йитайтен, упадвехкан, за ют, за хулит, за телхкин лилин, за хена, хамгрил шуиза, хюг директ чуаяза, и за счет тебя, что вайвежный, самоценк, халяхкан, что это, я одно из двух тут сега, حوصل هردي يدي وجدي يدي بوش أمال ديش تاع فالير بشلا من فالير تاع دون بشلا من سمنيق بيتر ومتجا حاوي كان حوز دق لوستر دق إذا حد سويه سويجا مسيتو زيازينا هم قاعد يدي دبوش بس حول إلا حتسوي أن قي إنترسنا كده عايزنا واستدان الشات حين قاعد يدي دبوش واستجي دان الشيء عيدان الشوكي سنتوا عشان كيس هو قيته كيس هو تنا مصلحة دوت سو بوصل دين دوت سو دون هو دنيا ميلدك دوت سو دون شاد بساعات شي ساعات هالدين دو قمال دوت سو سندري قمال سيا جيم بيرشل بووي قولي جيم بيرشل تعديل دي بوقتي تعتور قوير ويبوش قمال Мама, здесь информация, сейчас только что скинули, прислали информацию. Это тебя тоже касается. Касалось, по крайней мере, твоя историческая родина. Попросили зачитать в прямом эфире. Что я думаю по этому поводу? Нет, я знаю этот документ, уже закидывали. Вооруженное сопротивление. Владикавказ. Ингуши,
ингуши, селение Гудермес, вступили в перестрелку с воинским отрядом, прибывшим отобрать у туземцев, согласно приказу генерал-губернатора, огнестрельное оружие. Есть жертвы. Это документ Тифлис и так далее. То есть данный документ мне скидывают и говорят, что Гудермес был ингушским. Так что поздравляю. Поздравляю. Вот. А? Черт, бахцан хай барасан. Хацунам, черту асхацан. Ну, автоматически черту это бах. Вот такой документ скинули. Я этот документ читал, я на самом деле его видел. Почему, поясню вам, об этом говорилось, что вплоть до Гудермеса это наша земля была Шхамял Хазирцев. Но, опять же, вот видите, вы скидываете документ, который... Это же легко, это более абсурдный документ, конечно, это очень смешно. Нет, опять же, документ сейчас собрал. Год какой здесь? Год 1900. Ну, для начала. Смотрим. Генерал-губернатор. Документ. 1909 год. 1909 год. В 1909 году Гудермес был ингушским городом. Я думаю, что этот документ, конечно... بطلع ده حوت سعيست يا غيرت لحوت حمون سعدا غيرت لين تدقق ما يعت بوست خلو انسيدنت خدي سعر Ведь смерк Allah постла то еще ходит цердом. Я не говорю садиться босс, я даже не призываю сам. Просто море, ночью диала, митингеры, сам диала, подпись собирать. Это странные вещи происходят. Мазахицу. Ночью диала, митинг, а там уже говорят, давайте по-братски подписи соберем, отведем эти подписи дома. Да я твой пост, там подписи собираются. Ночью диала, митинги нет. А как это происходит? Мазахицу. وهي هيري более улер бушен, чем ночи. Я no comments о шундух. Я никак не могу прокомментировать. No comments, дегма, да и любой базе вот. А что я могу тебе про хорошо? Как я могу это прокомментировать? Как ты это видишь? Что я могу сказать? Я, честно сказать, я не вижу никаким образом, ну как ты прокомментируешь это все? Я не знаю. В их взаимоотношения я не влазю, конечно же, но вот так они видят это все. Наверное, такова... Так проще, наверное. хотя бы والله ما كان عاش بولشناخ تو اتشي بوليت كان ريز بوش بولناخ تو كمان ريز ده شكو بابليكين تو انا انا بابش ولا حد ترجمه وانا اخر درس насчет Гудермеса درس башлан. Тут знаешь как, они все наваливают в кучу, эти уешек бэкдек доцек шадек цанчут, увы, и когда ты башлам им предоставляешь свои аргументы, и бэкда царя цан дагуешена, ты же понимаешь, что они не будут смотреть эти твоего привержения. Я знаешь, я честно скажу тебе так, я считаю, что нужно встретиться как минимум с Хафизовым Шаабаном. Должен встретиться генерал армии от Нарнии, кандидат исторических наук, ведущий академик Российской академии наук. Должна встретиться Хафизовым Шаабаном и обсудить этот момент. Потому что другой сказочник из восточных земель, лысый такой, сидит у себя на телевидении в Дагестане, рассказывает, что все, что находится с правой стороны притока Аргуна, принадлежит Дагестану, они должны между собой разобраться, кому принадлежит Гудермес, принадлежит этим или тем. Потом уже среди них лидер, с этим лидером в финал выйдем мы уже 1 на 1, а по-другому я никак не вижу, как бы это иронично не звучало. Насчет инсагира, из-за SD, я
نرني كيريزا سو تاس دكمان شقو سويش وش حقو سويش دونا تعم دك زهدلو شرق دوستي تشكرش يوغا سو بوخ شنانس ديتر بوخ شنانس ديتر بوخ شي подружки داس ديتر بوخ شاجي молчана ингуши в Назрань, русский в Рязань бог плакат. Да, я слышал это. Да. И самое интересное, это бог أحسن دوش خلشة حتى صورة خلديز هاي فيديو خلديز هاي كونكريتنا تقولي كونكريتنا تبوخ خلديز حتى доказать документально. ده ديكدو فيديو تسخلوت وي صورة تسخلوت وي Видео. إيش плакат خلشي А? плакат خلشي Да, не плакат тоже. Наш представитель нашего народа. Я создаю не сам, але это году я вообще к чему хотел прийти. Я вообще говорю, видео, но я с плакате видео. Она мне скидывает видео. Она мне скидывает это видео, а бьючи ючи как сам. Да, асмагба, он царя и тарел дер мабасраги. Да. Азбот. Хорошо, бо из того, что один до камелла, не имея, вот, кроме его слов, не имея никаких доказательств, босс, حققوا شوي فيديو يأتي أحسن دوائتك بوس أسنت شنا تشيعونا большое ингушский дарья салам маршал Борису Николаевичу Ельцину это есть плакат أصلا إنجون صورته بوس صورته أصلا يسون حدا فيديو هم شايف ضيعت ناس это в каком году было бог свидетель мы целый год ехали с богом если говорить о 90-х годах смотришь пошла да конечно 90, это 91 или 92 год, и штук. Да. Короче, и хума признается, да, и да, церберецо, и плакат, ингушетия, я церберецо, и да, то есть, опять-таки, угар диктера, волу швек, угар ирчек волшу. Я холили, кант холили, так холили, бедаят. Багдек, хажил, ويدوخك دخو مدات ويدوخك بقدك وأخي هما دوخش دات أش حيوت شلو هنز قاعد جيمسيدون أجا إنجوشيتي خلي موخيتون قانع نجا يورت غالدون غالا مرجع عليها تسعة عديد ساعة غالا دونو دا دونو والله أري هوي ساعة أمريكا روش غالا شاو دي والله دي كي تعمي يورتي شاو دي زكان يورتي إزيو да Валерий. Дейла, Хэнс Гойлан, опять-таки, Башлам, Вайхаршадеги, Дюч, Ашдуэй, Вайцая Сид, Ключ, Дац, именно Бёршбоч, Болбана, Ба, Цель Сид, Кодуэй, Нагадон, Цацавэж, Ден Оле. Но нормально больше, нахуй, Вайхум, Сабо, Вайца, Элла, Дац, Вайцхавэжри, Дубош, Далил, что Вайхоэни, Качелцем. أسا أحسويجا أسحويجا دون دائما عن بوستو أحسن متى أشبكيش دلا معمد هرنيس داتون أحسويج أوش دلا تون رازم قيتر باستي بوش حوجي أزوش إسبولاتيش إستخان حوش عشبو قيتر عش دوي دون ساعة متى ح ويجر غلط فداريت غيرش أتسو مشتعدات ساعة أسكربي تسوي غيرش ساعة دون أونيزي تسوي غيرش دوك ومسوا كيبر داس دون ويا نقول إيموشنز بوبش لاري سون سخات دون خول خردر Салам нормально, бал бир буа. Дегду видите. Сумалер такуду. Халку шорду башла. Халку шорду. Я вот заметил, инзарич, био комментарий сейчас ваш верша навничу, угори заминиш улинз. Угорич, био лагез. У меня нет. У меня взрослые обычно. У меня мелкий. Почему-то. Ну, у тебя аудитория, наверное, более молодых. Не знаю, у меня вообще у меня даже нету аудитории. Просто когда я мониторю другие группы, паблики в Инстаграме, я там натыкаюсь на этих малолеток. Суммарно это году 15-16 лет, что без воздать, если он знает, если у него уже встроенная прошивка в Кетио на ренице, Мадердич, то считаю, что этот человек, когда ему стукнет 18-19 лет, он уже создаст свой паблик, башла, и начнет он нести всякую чушь Кетио. И это не харух, да, это хейнс дольчул элсам дейдур, гейн дейдур. Почему? Потому что и паблик элсам харю, и Мадердич противостояние элсам харю. То есть, инах духала бог сахылч, харух царь дадур зуч сахылча,
Получается, О, подожди, я рекламу делать не буду. В августе будет новый инцидент. Уверен я почему-то. Новое ЧП будет. август, Очень даже будет. В августе. а связано с чем? Август. Какой? Ну, Мне интересно, книга. Башлан. Книга Книга? будет. Да? Суммалар да году, инах эзу ашварт, as ингуши, да ашхыз дларти Почему-то я анах. уверен, что там, не затрагивая нас, это не закончится. Им, Однозначно. конечно. Хата дусора Башлан. Мы Так, долго давай. будем? Ну как теперь? Ну, терпеть Собор, надо. Я не знаю, со Собор, да, Цундер, я пытаюсь хоть как-то исправить эту ситуацию. Собор, ага, да, ты тоже пытаешься как-то своим образом, своеобразно показать людям, что гарна харцу лилош богош сурбу шбу, новчично голова щупаем, дагойч. С другой стороны, я не знаю твоей, если есть у тебя лицемерная сторона, где ты с закрытых пабликов материшь народы, тейпы, шахары, если такое у тебя есть, это, конечно же, твоя, как говорится, вина. Но с той стороны, как я тебя знаю, ты пытаешься разоблачить тех людей, которые наговаривают на тех или иных представителей соседних обществ и так далее и тому подобное. Сундера, пытаешься их разоблачить. Насколько я знаю тебя только так. И пытаешься как-то, по крайней мере, изменить. То, что это идет наперед, то, что это занимается подстрекательством на будущее, чтобы наши дети, как бы это некрасиво ни звучало, рано или поздно сцепились между собой и пролилась кровь. Вот. Эти люди занимаются этим подстрекательством. И началось это не в 2018 году. По моему глубокому убеждению, все это начиналось от определенных людей, начиналось это с 90-х годов, с 1989 года, а возможно в кулуарах и намного раньше. Но, по моему мнению, все это начиналось еще в конце, как говорится, в конце 90-х годов, в конце и начале 90-х годов. Вот, началось это, потому что вся эта информация, люди, которые по документам мы видим на всех видеозаписях, они клянутся, божатся и благодарят своих братьев-чеченцев на видеороликах 1989 года и 90-х годов. Они говорят: мы братья, спасибо за то, что нас приняли, но мы хотим свою республику, мы хотим свой регион. Там идет все по маслу. Там речь идет о 1934 году. Я даже молчу про горную часть, Галанчевский район, я вообще молчу. То есть это когда объединялись, в 1934 году объединялась Ингушетия и Чечня. Речь идет и об этом. То есть часть Малгобекского района и все это, то, что это было в Чечне до их прихода, что мы это оспариваем, это было наше, Кавказ, пост, эти вещи вообще не обсуждаются. Астиновка, Сирновод, Датых, Чемульга, Троицкая, Вознесеновская, Карабулак, это ничего не обсуждается в эти годы. Но в то время, как ты говоришь, наши, извини меня за выражение, терпилы промолчали, поверили в братство, замяли, и вот результат вылез в 2009 году. Почему? Потому что, во-первых, они расторгли договор, который был заключен между Аушевым и Джохаром Дудаевым. Они сказали, что это не соответствует национальным интересам ингушей. Это уже Дудаев в то время мертв. 2005 год документ. Ну, вы видели его, опубликовали. Этот документ не соответствует национальным интересам. И в одностороннем, как говорится, положении расторгли этот документ. Чеченцам в 2005 году было далеко не до него. А это тот самый документ, где говорилось, что на границе не будут строиться села, что не будут межевать земли, и что до окончания русско-чеченской войны, что этот вопрос не будет подниматься. Они аннулировали его. Вот, и все. Ладно, они этим не успокоились. Через 4 года
поскольку в 2005 году они расторгли в одностороннем положении, и нам не до этого была, у нас шла война, они берут, прихватывают часть Ачхой-Мартановского леса нашего в 2009 году, присоединяют к себе. Я слышал эти отговорки, я читал эти документы, где они указывают, говорят, вот вы оставили эти земли. Ну и сам Нинусбек Евкуров говорит, что когда ему документы принесли, его спросили, он сказал, это наше, и я, говорит, согласился и присоединил. А нельзя было так поступать. Поэтому сколько буду терпеть, правильно ли это, я не понимаю тех людей, которые непосредственно говорят там, мне один написал, говорит, вам что, мы же братья, вам что, жалко для братьев земли? Ну, во-первых, жалко, не жалко братьям землю, это как-то не от меня зависит. Для этого есть народ, надо у всего народа спрашивать. Согласен ли этот народ? Никто этих братьев в 90-м году насильственно не отсоединял от чеченцев. Башлам, когда не просил уходить. Когда братья хотят побольше себе земель, они могут попросить у братьев эти земли, а не воровать их. Это во-первых. Но, во-первых, я хочу, чтобы всем было понятно. Братья оставили в 2018 году 77 тысяч гектаров земли. Спорные 7 селений оставлены братьями ингушами. Хотя документально все эти земли принадлежали чеченцам. Башлам, почему? Потому что... Да. Бяхмабила. Вот смотри, у меня сейчас, как на флешке, так и в голове, есть все высказывания в адрес нашего народа норницами, еще с тех лет, с тех времен. Я знаю прям дословно каждое оскорбление, каждое слово, где и кто сказал. Вот исходя из моих воспоминаний, Мадардич, исходя из этого материала, я могу хотеть вернуть 2 района. Но ты, как и сказал наш глава региона, если вы, фитначи, не закроете свой рот, то мы вернем свои селения на законном основании, которое мы оставили. Это же, смотри, Башлам, это же логично. Если 2 района... Если они никак не угомонятся, конечно, это логически правда. Есть типа какое-то братство ЛДУ. Ну, это был одним из факторов валивания, хотя Эдюа лилам духом что. То есть, царь хадис рях. Вежри дать вообще. Мы отдельные народы. Хорошо, Чуман, пример. Вот сейчас зашел Home From, до тебя зашел и спрашивал про футболку. Так? Он мне говорит, мы братские народы, в директ он пишет мне. Я говорю, мы не братские народы. Нет, Алязинас. Это не так. Мы один народ. Алязинцо. От Адама и Евы. Ты понимаешь, о чем речь идет? Нет, да. А он потом пишет, тогда все люди друг другом братья. То есть я от чистого сердца говорю, что мы один народ, у нас общие предки. Давай не будем заниматься. Харстег. Мадуал наха нюкаю, Гергерч наха нюкаю, Цан наха нюкаю, Питан мадуал бошу, потому что мы тогда, где Адам и Ева, а где вы? Вот вопрос возникает у меня. Я просто-напросто математически. Математика – это наука, естественная наука, которая не врет. Я математическим образом, начиная от периода, когда в 1897 году была первая перепись по процентному соотношению, что каждый год добавляется по 1,5%, отсчитал. В X веке все. 1 человек остается у них, грубо говоря, плюс-минус 1 человек. Это математически. Сами же с ДНК проекта ингушей сами говорят, что по ДНК генетике 10-11 век первый единственный ингуш.
У меня возникает вопрос, это не я говорю, еще раз я повторяюсь, это говорит наука, это говорит математика, это говорит генетика, это говорит социология, об этом же говорит и, я не знаю, другое. Что еще можно зачитывать? Абадиев Идрис, который, ладно, не написал, а купил эту Филькину грамоту у Кадзоева Нурдина, да, за 15 УЕ, да, тысяч УЕ. Даже он, когда у него брали интервью, сказал, 17 век Саду Бахцу. Если даже Идрис это понимает, а эти даунито хромосомос не понимают этого, я не могу никак понять. А потом угрозами, используя какие-то разгонки красногоршков потомственных историков четвертом поколении, других там генералов обороны, истории, которые грозятся, что у меня есть достаточно материалов, чтобы вас разнести в пух и прах и так далее. Да у каждого есть эти материалы. Потому что никого на Кавказе не сетовали, не любили, не гладили по голове и не говорили, вот ты хорошая нация, все для них были варвары. Когда для любого колонизатора, который завоевывает, который расширяет свою государственную границу, когда ты сталкиваешься с ним, ты должен быть, если ты сразу же не пойдешь и не побьешь челом, то ты для них варвар, понимаешь? То ты для них плохой. И они будут искать твои худшие стороны. И я всегда говорил и указываю нашим достойным братьям, нормальным братьям, Аллах, я говорю, послушайте, у вас еще собьются, войны собьются. Эй, что дугдаш, давай. Шут хуахляц, дит сундац, тхашухляц, дит сундац. Ой, татерду, макиег бейтар, хумш, малилейтар, харцу. Не надо вот эту грязь выносить. Макарби, сюли макарби, гири макарби. Не надо это делать. Зачем вы этим занимаетесь? Это все плохо, нехорошо, а че? Но они приходят ко мне, заходят в эфир и рассказывают все, как под копирку рассказывают. Вот если вот алило, что я хосечани шадик дадол, что есть. Я почти что не был, я закидываю одни новости закидываю, или историю закидываю. О, иония, чуквас нерха от иня, ддел он сунам, кайфуда дизан сун. Честно сказать. Ну ладно, вот сейчас примерно хочу, или я хотел зачитать, сейчас я его так и так зачитаю. Ты тоже не уходи, тебе тоже может будет что-то полезное узнать, кроме того, что ты знаешь. До того, как я начал, брат Саид поддержал наш эфир. Саид, да, Саид написал, вы за нас делаете работу, Саид, да, Саиду дал за поддержку. И Адам поддержал. Сегодня нас 3 человека поддержали наш канал, задонатили. И всем, кто задонатил, не задонатил, я хочу зачитать очень важный момент. Это очень важно. Мамад, у тебя должно быть время. Ты зашел, будь любезен. Или у тебя... Так, сейчас... Указывая на то, что в основе названия Нахичеван лежит этническое имя Нахчи, ставят перед нами новый вопрос. Насколько глубоко во время уходит это название? Понятно, что определив древность топонима Нахчевань, мы тем самым определим и древность лежащего в его основе самоназвания чеченцев Нахчи. Мы уже видели выше, что Е.М. Поспелов датирует возникновение города Нахичевань в VI веке до нашей эры. То есть этноним Нахчи существовал более чем за 1000 лет до написания армянской географии, в которой он якобы впервые зафиксировал. Историк Л.О. Бабахян, безусловно признавая, что в основе названия Нахичевань лежит этническое имя Нахчи, писал, некоторые средневековые историки Ближнего Востока относят основание Нахичевана 1539 года до нашей эры. До нашей эры. 1539 год до нашей эры. Древнегреческие, древнеримские историки называли его Наксуана. В нем печаталась монета с надписью Нахч.
Отметим, что аналогичная информация содержится также и в энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона, в котором приводятся сведения о том, что некоторые персидские и армянские историки относят основание его, то есть города Нахичевань, к 1539 году до Рождества Христова. Это датировка основания города Нахичевана. Ее автором, судя по всему, является средневековый армянский историк Стефан Арбелиани. Кажется очень древний и удивляет своей точностью. Однако, это далеко не самая древняя датировка, поскольку армянские предания относят возникновение этого города к моменту завершения потопа и называют основателем Нахичеваня самого пророка Ноя, Ноаха. Соответствующая легенда повествует, что после потопа, покинув ковчег, Ной со своей семьей остановился здесь, выложив начало основанию города. Поэтому город и носит название Нахичевань. Глубокая древность этой армянской легенды доказывается тем, что она, как и армянская расшифровка названия Нахичеван, воспроизводится в иудейских древностях древнееврейского автора Иосифа Флавия, жившего, как известно, в первом веке нашей эры. Дальше. Примечательно, что в следующем же сообщении Иосифа Флавия со ссылкой на греко-сирийского историка Николая Дамасского связывает потоп с регионом, примыкающим к другому преднеазиатскому городу Нахичевань, располагающим на западе берега озера Урмия. Он писал: в высшей области Миниады находится Армения, высокая гора по имени Борис, не Борис, а Борис, на которой, по преданию, искал убежище и нашло спасение множество людей во время потопа. Сообщается также, что некто в ковчеге остановился на ее вершине, и что в продолжение долгого времени сохранилось здесь остатки этого судна. Там 25, 1 глава, 3, там, и так далее. Отметим, что Миниада – это Мана, Манейского царства, населенное хуритами и матьянами, жившими в том числе вокруг озера Урмия, на западном берегу которого, как и уже отмечалось, находится древний город Нахичевань. Этот Нахичевань располагался в области Нарширакан, то есть в Новом Ширакане, которые, судя по названию, имели какое-то отношение к сиракам, составной частью северокавказских сарматов. Интересно здесь и обозначение новой горы, Барис, которое напоминает чеченское слово «барз», холм, возвышение, вершина. Археологические находки датируются вторым-первым тысячелетием до нашей эры, демонстрируют однотипность культуры Нахичеванского региона Азербайджана и приурмийских районов древней Маны, Матьяны, где, как и уже отмечалось выше, располагается еще один древний город названием Нахичевань. Оба эти региона в древности находились в Матьену, то есть территория расселения хуритов. Это подтверждает и востоковед С.М. Кашкай, который объясняет сходство исходных им археологических культур Нахичеванского округа в окрестностях озера Урмия этнической общностью древнего населения этих других регионов. Вероятно, этим обстоятельством обусловлено совпадение и название двух древних городов Нахчевана и Нахичевани в нынешнем Азербайджане и Нахичевана на озере Урмия. Нужно отметить, что не только армяне, но и сами чеченцы традиционно связывали название Нахчи непосредственно с именем Ноя, то есть считали его очень древним, уходящим до исторические времена. Свидетельство об этом оставил историк казачества И.П. Савельев, который более 100 лет назад писал: сами чеченцы, вот самый интересный момент, чтобы люди помнили, люди некоторые начали говорить, что якобы сейчас начали говорить, что мы потомки Ноя и так далее и тому подобное. Но смотрим, что написали еще 100 лет тому назад. То есть это 4 поколения, 4 колена тому назад наши с вами отцы. Зачитываю. Савельев, который столь писал: сами чеченцы свою народность называют Нахчи через А или Нахчо, что значит люди из страны Нах или Ноах, то есть Ноевой, так как по народным сказаниям они пришли около 4 века после Рождества Христова в настоящее
находящие свое место жительства через Абхазию из местности Нахичеван с подножия Арарата Ереванской губернии. Касаясь легенд и преданий, связывающих название Нахчи с именем Ноя, Ноаха, нужно отметить, что эта связь могла зародиться гораздо раньше появления и распространения библейских книг. Дело в том, что из древних аморейских текстов мы узнали, что на Среднем Ефрате еще в старовавилонскую эпоху, в 3-м тысячелетии до нашей эры, почитался общественный обожествленный персонаж по имени Нахум, в котором И.М. Дьяконов видел двойника библейского Ноаха Ноя, 21 страница 67. Следовательно, этноним Нахчи, присутствующий в названии Нахичевань, мог ассоциироваться с Ноем, с Ноахом, Нухом, глубокую древность, еще до библейские времена. Связь этнонима Нахчи с названием Нахичеван письменно закреплено также и в старинных этногенетических преданиях самих чеченцев, в так называемых тептерах, один из которых был опубликован Н. Семеновым в конце XIX века, то бишь 1890-е годы. 19 века. Этот тептер озглавлен весьма красноречиво. Летопись выхода предков племени Нахчу из селения Нахчуана. Он составлен или переписан с более древнего оригинала. С 1829 году написан этот тептер был. Семенов зафиксировал. И таким образом, по преданиям чеченцев, об их связи с названием Нахичевань зафиксировано в этом тептере, не могли повлиять позднейшему научному предположению на этот счет о чрезвычайной древности источников, которые легли в основу опубликованного Семеновым тептером, ярко свидетельствует упоминание в нем местности Халиб. На это обстоятельство в свое время обратил внимание исследователь А.Ф. Гольштейн, который отмечал, у чеченцев есть легенда о миграции какой-то части их предков из Закавказья вдоль Черноморского побережья. В книге Н.С. Семенова приводится перевод введенной им рукописи на арабском языке, в котором рассказывается об этом переселении. Детальное повествование с обозначением попутных географических названий заставляет верить в аутентичность этого предания. Между прочим, в этой легенде упоминается местность Халиб. Теперь такого названия нет, но в древности у юго-восточного побережья Черного моря жил народ Халибы. Чеченские муллы не могли этого знать, если бы они сочинили легенду о переселении. Исходным пунктом миграции, согласно этому преданию, называется Нахчеван, то есть страна Нахчей, как называли себя чеченцы. На Закавказье есть город и селение с таким названием. Урартийской алароидской эпохи относится название Нахчеван также и в немецкий востоковед Йозеф Карст, который, как и многие другие ученые, напрямую связывал этот топоним с самоназванием чеченцев Нахчи. Он написал: чеченский, перепрыгнувший северный отпрыск проязыка, который некогда занимал гораздо более южную территорию, а именно в доармянско-алароидской Передней Азии. Следы пребывания Нахчой в стране Арарата, то есть Урарту, обнаруживаются в топонимике как Нахчеван, Нахчу, Нахичеван. Только этим объясняется уклонившийся от нормальной кавказской звуковой системы сильно алароидско-арминоидный характер чеченского языка. Город Нахичевань упоминается также у армянского историка Фавтоса Бузанда, живший в IV веке, то есть за несколько столетий до написания армянской географии. Почему упоминается вновь и вновь армянская география? Армянская география это считается одним из первых мест, где упоминается народ Нахчи, 7 век. А эти переписи, поэтому они говорят до еще 7 века, здесь получается 4 век. В том же столетии, судя по древним армянским разрядным книгам времени царя Аршака II, зафиксировано существование в Закавказье княжества Нахарарства, Нахчери,
В этой связи грузинский историк, публицист К.Н. Туманов более 100 лет назад отмечал, в самом древнем Гапнамаке, армянской разрядной книге древних нахарарств, упоминается о неизвестном, где находящемся нахарарстве Нахчери. Интересна еще и одна форма этого названия – Нахчирапетк. Нахчирапетк, вот как-то так, которую встречаем в том же Гапнамаке, который приписывается царю Аршаку и католикосу Нерсесу. Нахчирапетк означает князь Нахчерии в последующих разрядных книгах. Некоторые относят к более позднему времени, после 8 века, уже имеется подобное нахарарство. Исследования азербайджанского ученого Иса Гамбибейли выяснили, что в парфянских источниках название Нахичевань связывалось с названием Нахчир, что следует признать весьма близким к названию княжества Нахчери. И что особенно для нас важно, с этническим именем Нахчи. К сожалению, и Гамбибейли не уточняет, какую эпоху отражают эти источники, собственно, Парфянского царства или сменившего Порфирию сасанидского Ирана, в котором, впрочем, парфяне продолжают играть выдающуюся политическую роль. Тем не менее, ясно, что речь идет об эпохе раннего Средневековья, и мы можем считать, что парфянские источники объединяют древнее закавказское княжество Нахчери как в этноним Нахчи или Нахче, так и с Нахчеванем. Вследствие этого можно допустить, что парфянские источники локализуют княжество Нахчери в регионе Нахчеван, связывают эти образования с народом Нахчи, Нахче. Вновь возвращаясь к топонимии Нахичеван, напомним, что термин «ван» в этом состоянии название своих древнейших исходных значениях, как уже отмечалось выше, обозначает не только населенный пункт, село, город, но и такие понятия, как земля, местность, провинция, страна. Иначе говоря, топоним Нахчеван в древности мог означать не только город, поселение Нахчи, но и страну Нахчи. С этой позиции мы должны рассматривать чрезвычайно любопытные сведения, которые соответствующими ссылками научные источники приводит П.К. Подканов, отмечая, что топоним Нахчеван, Нахсуана, в античных авторов судят по ассирийским текстам тождествен другим древним топонимам Назир и Гути. Гора Назир, хорошо известная тексту шумерского эпоса о Гильгамеше. Гильгамеш, Сухазон. Галгамеш, Олши, Бузуртанов, Галгамеш, Бальцев. В этой древней эпической поэме Назир – та самая гора, на которой высадился спасший от всемирного потопа шумерский Ной. Утнапиштим со своими домочадцами и слугами, 45 страница, 74. Что касается названий Гути, Гутиум, то это, как установил М. Дьяконов, поэтическое, то есть возвышенное архаическое название Урарту в древневосточных текстах. В частности, это название, как обозначает Урарту, мы встречаем в Вавилонском хронике Гедда, описывающие вследствие годы существования Ванского царства в Ассирии. И в Библии завершение потопа высадкой Ноя связывается, как известно, горы Араратские, то есть Урартские. И вряд ли случайно это завершение потопа в эпосе о Гильгамеше также связывается с горой Назир в стране Гути, то есть горной вершиной в стране Урарту. Иначе говоря, древние авторы неизменно указывают, что гора, на которую высадилась спасшиеся от потопа люди, находились в Урарту, Арарат, Гути. И это особенно для нас знаменательно. Все эти названия Арарат, Урарту, Гути, Назир в ассирийских текстах отождествлены с Нахичеваном, Нахсуана, выступающим на этот раз обозначением уже не города или селения, а обширной страны. То есть обстоятельство, что города с названием Нахчеван не только локализованы на исторических территориальных Урита-Урартов, Матиена-Урарту, но и вдобавок к этому названию
Нахчиван и Урарту являются параллельными обозначениями одной и той же местности, страны, нам представляется не только чрезвычайно важным, но и вполне закономерным в свете твердо установленного этнокультурного родства чеченцев Нахчи с хуритами Урарту. Таким образом, приведенные нами исторические и топонимические свидетельства показывают, что название Нахчи с глубокой древности было распространено не только на Северном Кавказе, от верховья в Кубани на западе до Андийского хребта, то бишь Кистинского хребта, на востоке, и в Закавказье крепость Нахичевань-Кахети, но и в различных регионах Передней Азии, Матьена и Урарту. В приведенных нами источниках в этих обширных территориях засвидетельствованы не только топонимы, в которых присутствует название Нахче, но и соответственно носители этого названия, то есть народ Нахчи, живший не только анклавами, но и сплошными массивами. Эта древность названия Нахчи однозначно доказывает, что армянской географии VII века Ашхарайцуцы аутентичным может являться только название Нахчиматянг. А именно это название нужно выбрать из двух вариантов. Нахчиматянг, Нахчиматянг, рассматриваемый Гурамом Гумбой. Помимо этого, мы можем утверждать, что армянская география является отнюдь не первым, далеко не самым древним историческим источником, в котором обнаруживается самоназвание чеченского народа. В рассмотренном случае мы не касаемся обобщенных названий, данных чеченцам и ингушам в иноязычной среде, дзурдзуки, кисты и так далее. Как сообщают грузинские информаторы, в оригинале этого документа разбираемый этноним написан в форме Нахче. Близкое родство чеченцев и ингушей с хурито-уральскими отражено частично в следующих научных трудах. Чикабава, проблема, Мунчаев, ну и так далее. Это всех перечислит, Новосельцев, Старостин и так далее и тому подобное. То есть, почему я это именно зачитал, это этноним Нахчи и все остальное. Все документы, если хотите, я могу прочитать, чтобы было понятно, на кого ссылаться. В научных трудах Чикабава, проблема родства иберийско-кавказских языков, Махачкал, 65 год. Мунчаев, Кавказ на заре бронзового века, 75 год. Атар Джапаридзе, к раннему этногенезу кавказских племен, историка-филологического изыскания, часть 1, Тбилиси, 1980 год. Вячеслав Иванов, древние восточные связи этрусского языка, Древний Восток, этнокультурные связи, 88 год. Старостин, о принадлежности этрусского языка к восточно-кавказской языковой семье, в соавторстве с В.Э. Орлом, Кавказ, цивилизация Древнего Востока, Орджоникидзе, 88 год. Гернот Вильхельм, Гернот Вильхельм, Грунзаге дер Гинштальт und Хультер дель Харрер, Дармстадт, 1982 год. Дьяконов, Старостин, хурито-уральские восточные языки, Древний Восток, этнокультурные связи, 88 год. Новосельцев, древнейшее государство, территория СССР, некоторые итоги, задачи и сдачи, история СССР, выпуск 1, Москва, 1985 год. Материалы истории СССР для семинарских практических занятий, выпуск 1, древнейшие народы, государства на территории СССР, под редакцией Анатолия Дмитриевича Горского, Москва, 85 год. Павленко, Карбин, Федоров, История СССР древнейших времен, 1861 года. Учебник для педагогических институтов, Москва, 1989. Н.В. Александрова, Александрова, Ладынин, Несмиренский, Яковлев, Древний Восток, учебное пособие для вузов, Москва, 2007 год и так далее. Я могу перечислять вам эти документы. Вот все, что я зачитал про Нахчери, Нахичеван, все это вот в этих книгах, не чеченских. Там единственное, где было указано тептеры. Вот когда ты зачитываешь вот такие вот документы, ты вроде бы говоришь о своей истории. Но некий самоучка, откуда он там был, по фамилии Албагачиев Мухаммад, берет книгу
начинает читать, изучать. Как ты думаешь, историю Ингушетии или историю Кистетии, Дзурзукетии? Нет. Он берет книгу, берет научного руководителя, там Доскиева, кажется, ее фамилия, Доскиева, не помню, ну вот на букву Д там, вот Доскиева вроде. Берет книгу, делает опровержение, говорит, что все грузинские ученые, которые написали, что была область Нахчта в XIV веке, и что ее посещал грузинский монах, или там, не знаю, Еремей, кого бы то ни было, который посетил свою паству в чеченских горах, в области Нахчта, он говорит, нет, это неправда. Он на самом деле ошибся. А это было все еще за 3000 километров где-то в Азербайджане, и эта местность называется Нухба. Потом это доходит до Башлама или до Мухаммада. И я ему говорю, какое твое собачье дело заниматься моей историей, касаемо моего народа. Это название Нахчи, это тебя не касается. Ты себя не признаешь Нахчи. Ты говоришь, ты кто угодно, но не Нахчи. Занимайся своей историей. Магистр исторических наук, который закончил Ингушский государственный университет. Занимайся своей историей. Тогда нам не будет дела до тебя. До того, что ты пишешь. До того, что... Но так получилось, что их любимчик Даиф, который работает на ФБР и живет где-то в Штатах, да, он же называет всех нас, кавказских блогеров, ФСБшными блогерами, но я его должен, само собой, называть ФБРовским блогером, ну, поскольку отношения такие. Он разоблачает его и показывает, что он шнырь. И вот последние 2 месяца этот шнырь пытается каким-то образом оправдаться, сказать, я не так сказал, я не то сделал и так далее и тому подобное. Мне дела нету ни до кого, если не трогать нашу историю. Вот я бы, вот как сейчас читал, я буду зачитывать. Опять же, в этой книге как раз таки очень хорошо монографии, очень хорошо написано о чеченцах. И о братьях наших, и едином нашем народе, Галгай там хорошо написано. Чеченцы, ингуши там даже написано. Показывают, что мы один народ. Понимаешь? И бацбийцы еще. Он даже не разделяет в этой книге. И несмотря на это, когда ты зачитываешь и рассказываешь что-то полезное, нет, тебе обязательно должен залезть кто-нибудь и сказать какую-нибудь гадость, описать это и то. Потом приходишь ты и говоришь, до коих пор мы должны быть терпилами. Я лично не терпила, я вот зачитываю документы, показываю, вот здесь сказано, на этой книге сказано, здесь указано. Каким образом по-другому можно поступать? Не разоблачая. Оставь, это все рассосется. Но не рассасывается это. Сейчас во время интернета это не рассасывается. Как бы ты не хотел... Да. Да, я понимаю. Как думаешь, ингушам вообще, если вот смотреть на политическую сторону, выгодно, наоборот, дружить с нами, и наоборот, укреплять братство, это отношения, Выгодно ли? именно. Я бы сказал так. Молодому поколению, я бы сказал, что это жизненно необходимо. Вот Молодому. именно об этом. Да. Старшему поколению, я понимаю, если ты как-то ангажирован, если ты там какие-то свои политические, там, финансовые моменты крутишь, тебе невыгодно, чтобы там ты братался с чеченцами и так далее и тому подобное. Но хотя бы свое потомство, своих там племянников, других, не надо их подставлять. Потому что многие мне пишут и говорят, ваша сана, ногчию садена, ногчию там и так далее и тому подобное. Ну, понимаешь, допустим, садевище зуда, Далдер Алвелинц, и учуza Галгайерис. И Галгайер, и Сашичвая Тана Азбохту, Хаюртаха, Соаш Вочуртаха, Галгай, Ногчи Комахбу, Тайпан Галгайбу. И никогда в жизни, чтобы шу Галгай, дуй, я Арствай, дуй, я Цхорва, дуй, я Мелхай, дуй, а Тхацкаянска в жизни, Хаюрта и Хилдат, Тхошадер Санохчи Дош, Инду. Понимаешь? Я, честно сказать, не понимаю этих людей, зачем они подставляют вот эту подрастающую молодежь. Во-первых, они толкают на конкретные
шаги, имеется в виду, писать или нарушать закон. Почему? Потому что это как раз таки и есть, я понимаю, они думают, что сделали левые аккаунты, зашли. Эти левые аккаунты с этими телефонами, плюс с точным расположением, то есть географическим расположением, 5 секунд найти любому сотруднику МВД, ЦП. Почему? Потому что если ты написал, я уже молчу про Darknet, есть бабки, через Darknet можно найти настолько много информации, что и далеко идти не надо. Это простое базу, и все. Вот. Поэтому я говорю, это конкретно, мы помним случай, который был, произошел с тем же Кадзоевым Нурдином, который потом в эфире заявлял, с его аккаунта были написаны, он назвал чеченцев полукровь Котовен, Гуншу Алязин, Гундарцунтя. Когда ему конкретно придавили, что он сказал? Меня взломали, это не моя страница. Другой чувак, который наговорил председателю парламента тогда, Мухаммаду Даудову, наговорил через свой телефон всякие гадости. Его нашли 5 секунд. Он приехал вместе с отцом. Они стояли, отцу пришлось извиняться за то, что они сказали, что кто-то взломал их аккаунт, его сына, и опять же наговорил. Вот Для информации просто там адрес. Взлом Telegram или там Instagram аккаунта стоит у хакеров около 100-150 тысяч долларов. Чтобы вы понимали, да? Ценник такой на данный момент. И неважно, это канал или аккаунт миллионник, или это просто пустой канал. Сам факт, сама эта схема, да, она стоит 100 тысяч долларов. И какой-то там хакер, или вообще, не знаю, программист, взломать этого человека, он не имеет никакого смысла. Взломать свой аккаунт, это брехня, палый пич будет. Ты имеешь в виду то, что они рассказывают, взломы и якобы использовали их аккаунт? Больше ты же понимаешь, что взломать аккаунт это не просто так, это, Конечно. За это время уже всякого знаем. Чтобы вы понимали, салам соседи, алейкум салам, والله بجري شوك بوغس لورد حبو بجري بعد ساك بوغس قولوا هايشن ما اش بادوش بلا точнее что шню або цас бышна бадош полгурт бац ом юхту гурбу о приложение ширю хокабаш мурлар вашкы вай цас бежри булар ваштон из-за проблемы хо бقدو هم انت اخذ شح حاسلش سكل شح هذا تعريتهم غلط проблем цо бقدو гдит стой но шунцеха абошнас вала ши бошнас тана это шню алиеш вала историк что шаш бош бол на бац ازناخ شنيش проблемы шунис تعلن شنيش проблемы шун царь yinyal высказывание шунис решишун царь yinyal эсерийский подлог кехчхиц дар фальсификациш до чебиустон итальянцане уахен диндо камел до лямшка юбошел памятникш я ингуш потому что я туда-сюда бош и султыгал серьезно диндо камел шундусурдо что шун Hermelio har что канал ши чайл Telegram чама самета и канал шейк и шантрапа шунисурил шушан это вам потом разгребать все это дело это Султыгов может убежать в Грузию Чебиева тоже может убежать в Освояси это они успеют у них есть план Б план А это станет проблемой но вы не замечаете одного когда соседняя республика ставит прямо вот так вот пост это что-то значит. Я сейчас ни на что не намекаю, это просто когда шуката целый, пост или жду, это уведомление, видите? И, конечно же, аж он дючтег, пост, видите? Они делают свои дела, исходя из того, что как вы себя ведете с нами именно, видите? Да, ты хват так цехалч, да? Ты хват так цехалч, адам ахтхиет. Видишь? Ахтхиет. Цендеш ахтмахиети. Это ойлие цума, ойлие сошу мостов вац, рбаш ламшу мостов вац,
Başlamen dövüş şort galgay busuna osti bu galgay. Sa şu suna dövüş şort da galgay busuna osti bu galgay sözler bu beş bu galgay. Yetiyor. Так, поддаваться, мадиеш. Хотя бы, знаешь, Инстаграм, чат, Телеграм, чат, он дик комментарий, цеязя, шума цеязя, хотя бы просто цеязуш, адмон аид, китё, таю доуш сакуш, да, хотя бы, голос. Он и бали дедуш, да, мы сможем, вот там, вот, например, Башлам, он, вот, видите, раскидал все по фактам, он так книга, ешь. Также мы можем повторять до бесконечности по ходу. А вот вы не сможете. Почему? Потому что у вас все основано на лжи. Вот эта ложь, которая сегодня несет Чабиева, да, и все остальные, да, она останется для вас. Царь Аллабиан, представляешь? Итальян, царь Уахиян, олш хазда цах ночи цанёлю, зурюй, цуа дийцнег, орстой, каченюкш, алар бокшма, шадек дуй, царь общий, царь бинбол, урт, да, царь биценбол, урт, из-за автоматически оман бишкуюсь. Видишь? Все, и шунди что, сончу джин далир, согали алхали алюст хаяча, остальное вам остается, видите? Сунда режим хейгали хил. Пост союзи и пост ириация шунда, он наш уклоцок дюшта цари. Видите? Что ты мать, я где чувак, я не пытаюсь упрекнуть, видите? Я просто вас прошу быть умнее, видите? Вахам, велису. И что кло. Сундера, и плюс к этому, я, например, с каждым днем читаю ваши эти оскорбления, да, вот ваши вот эти моменты, которые вы пишете в комментариях, читаю ваши эти доклады, которые вы писали в Грузии, да, вот у меня в голове возникает такая мысль, а вот вернуть бы 2 района, мы же не братья ашхадитля, Сун, например, ну, это район, да, это цыгаш, но вообще был. Но, с нашим растущим населением, но он хули. Кезгюк. И вообще, ну, я за вот район, хайес, например, аж что там отдал дубовый, но что там отдал дубовый, то кумыкша, нагайча, ходил дубовый. Хорошо, давайте тогда так, да, и район, о хайер зок так, но это что-то бьем, шела, что ценишь мы, да? Это, так, это на что рейс хердать. إلاتنا شحال غيدونا تخلدو 1700 800 гочка бошук, урбить дюлой охшук эду так автоматически, да. В каком году? Ингуш траста гоя. О, в каком году Дубарцу? Нет, он за документ, 1800 это гочка, да, карта что сон акуш 1900 800 год. В 1862 году, 1860, он мне присылал, это фейковые карты, в 1862 году вообще впервые появилась у ингушей территория, имеется в виду как территориальная единица. Они показывают всем одну карту, чтобы было понятно. Они показывают, благо, у меня всегда все под рукой. Вот эта карта. Видно ее? Вот она, достоверная карта. Здесь на этой карте, вот видите, прямо посередине есть такой треугольничек, на котором указана часть вот, от Петропавловки, Гала, Свяжгала, Ашвочун, есть Илиновка, Чуртолы, Илиновка, Петропавловка, Штаничук, Пасунжи, вместе с городом Грозным, вместе Хамберзи, Заканюрт, Самашки, Давыденко, Шамя, Люкиоша, это были места, где были заселены казаки. Это линия, кордонная линия Пасунжи она была. И вплоть до Владикавказа. Везде они записаны, эти земли, как казачьи. Ну что делают наши норнийцы? Они аккуратно, просто в следующий раз я вам более детально покажу, если вдруг у кого-то, смотрите, вот сверху, чтобы было видно, карта Терской области. Видно, да? И вот здесь год. Да. Я вот здесь отметил. 1898. Чтобы было понятно. Если вы хотите сказать эфиревян, несерьезно, дар из Уахаин, Башлам, фейковый карт, Гайтнер, ну, у вас же бывают такие всякие нордийские закидоны. Ну, чтобы было понятно. У Башлама всегда все под рукой. Есть вот такая карта. Чтобы было понятно.
1000 год видно? 868 год. Да, Видно? да. Вот прямо посередине, вот, чтобы было понятно. Вот этот белый треугольник. Вот Да, этот да, да. треугольник. Видишь? Вот этот треугольник, вот эта коса, она идет вот здесь. Это Чечня уже. Они что делают? Вместо вот этого куска, они как делают? То, что идет в Чечню, чтобы не сказать, чтобы сразу не сказали, а что здесь мне казачьи земли, ингушский Батакам, Гала, Петропавловка, Шумахули, они что делают? Вот этот кусок, который по фортанге с правой стороны, они хрясь отрезают его и показывают верхнюю часть, вот ты видел вот эту карту 1868 года, 60, там, 89 года, эту карту показывают, на самом деле, в этой карте она идет вверх, вплоть до Пятигорска, Халючи. Но они, чтобы не показать это место, они сверху отрезают, эту карту сделали приближенной и всем показывают. Вот наши земли, вот на самом деле. Чтобы было понятно, еще раз повторюсь, ладно? Чтобы было вам видно. Постараюсь. А то да? Так, Мухаммад. Сейчас повернем. Так, не повернул. Повернул. Видно, мама? Всё. Сейчас Да, я вам да, да. покажу. Чтобы было понятно, сейчас я вам покажу, куда делась моя Чуть-чуть ручка. поближе. Смотри. Так, смотрите. Вот эта карта. Видно всем? Вот Да, да, Владикавказ. Владикавказ. На этой карте Владикавказ на самом деле даже не входит в состав этих земель. Вот эта карта, которую они обсуждают. Но единственное, что они делают, видишь вот эту верхнюю часть, вот здесь, Хокка-Юкар, Мгм. видно? Да, да, да. Ялхарой Аган. Видишь вот этот кусок? Вот что. Да. Вот. Они его что делают? Они все это приписывают вот так, чуть ли не до Урус-Мартана. И вот здесь вот этот кусок они берут вот так, закрывают, чтобы было понятно. Ишт кастин сахалит. Хар-хар дайвакца. Мгм. И вот это по этой линии они поднимаются вверх, видишь, вот как? То есть они вот самашки тоже входят к ним, понимаешь? И они показывают, вот, хокка даешь до цели. И вот эта вся земля, вот включая Псидах, Псидахский район, Ачелуки, то есть Да, да. они берут и говорят, вот эти земли, у нас забрали казаки Бахцар. Но они не показывают, что на самом деле казаки забрали эти земли вот откуда. Хорила, Шаберш, казаки, Шашмет, Кюрюка. Они заселили. Это все земли, на которых живут казаки. Понимаешь, о чем я говорю? Но Да, да, да. потом как получается? Это нижняя часть. Ингушетия, это чтобы было понятно. Сейчас, чтобы понятно было. Ага. Вот она, Терская область. Видишь? Ингушевский. Видно? Да. Чеченский, Иргушский, да, да. четвертый. Ингушевский, третий. Смотрим по карте. Вот Ингушевский. Видно? Да. Вот. Вот Да. по этой речке. Это Ингушевский. Вот третий. И вот третий. Вот Ингушевский. Владикавказ. Видишь? Номер какой? Да. Двойка. Второй, видишь? Да. Видно это все? Да, видно. Смотрим. Второй какой? Так, Терская область. Кто второй? Осетинский. Правильно. Осетинский. Чеченский, видишь? Четвертый чеченский, пятый аргунский, шестой ичкеринский, седьмой нагорный и восьмой только Да, да, да. крымский. А вот эта часть, вот как раз таки, вот, вся вот эта белая часть, она заселена терскими казаками, чтобы было понятно. Ага. Вот эта часть. Вот. Включая Джайраховский район. Здесь входит и Джайрах. Видишь? Вот Ингуши. Вот третий район. Чтобы было понятно. Вот Владикавказ, он уже здесь оканчивается. А здесь везде казаки, и здесь казаки, и здесь с выходом на Моздок. Видишь? Всю эту военную дорогу, вот эта белая часть, вот по Сунжени. Видишь? И Грозный их. Видно? Дойкуро, Текача, Горчий-Источинский их, Петропавловка их. Видишь, куда доходит это белое? Ажал? Да, да. Чтобы было видно. Ауслаш. Аусал? Худусига ясен. Умахан юрт. Беркел, даже мое родное село.
червленая. Она все казацкая. Белая земля, это все казацкое. Чтобы было понятно. Год какой? 1868. Это шестой Да. год после создания Ингушетии вообще как таковой. А вся область, она вот зеленая, видишь? Вот эта Мгм. Терская область, красная. Вот здесь прекрасно видно, какие земли были у дагестанцев. Что Дагестану не принадлежит, видишь? Аух кому принадлежит? Ажал? Так, нет, тут не видно. Кишень аух. Ярексы аух. Где, видишь, Шайгушьон? Вот они, вот, видишь? Вот Да-да-да-да-да. Ярексы аух. Кому принадлежат? Красная Дагестан. Зеленая Чечня. Ну да. Они относятся вот к чеченцам. Вот кумыки, восьмые, это кумыцкие. Но они относятся, все остальные относятся к чеченцам. Вплоть до, видно всем? Хиндуай, Техатчелца. Вот видно, да? Вот она. Все Да-да-да. красное здесь. Остальные это уже чеченские земли, естественно. Вот эта карта. Вот она, чтобы не было. Вторую карту, чтобы если вдруг 1800. Посмотрим, что изменилось за 20 лет. Год карты. 1898 года. Что написано? Карта Карта Терской Терской области. области. Издание. Смотрим. Нет. Карта области. Смотрим. Поменялась ли ситуация здесь? Нет. Видишь? По реке. Все, Дагестан. Внизу смотрим. Вот это Дагестан. Вот это Дагестан. Видно, чтобы было. Видно? Это все написано здесь. Да. Дагестанская область. Идем сюда, к нашим кабанам. Смотрим. Так. Еще я, чтобы не потерять ее. Владикавказ куда делся? Где-то здесь должен быть. Белое, все будет. Это угля, что это? Окайре. Вот. Смотрим. Что здесь написано? Сунженский. Отдел. Да. Отдел. Грозненский округ. Смотрим за это время. Сунженский отдел. Видно все? Да-да-да. Владикавказский округ. Всем видно. Вот. Смотрим. Вот эта карта. Здесь написано Владикавказский округ. Здесь написано Сунженский. И смотрим, докуда идет этот Сунженский отдел. Видно там, какой город? Видите, да, я знаю. Грозненской области Хачалс Гуштой. Гушам дер и тадик цагайст. Михайловская. Самашки. Михайловская, да. Видно? Да. Он просто новый дождь карта. Да, Здесь видишь? да. Петропавловская. Вот Петропавловская. Михайловская. Вот и что. Ничего не изменилось. Как была Терская область по Тереку, как жили там казаки, никакого отдельного ингушского округа или ингушей отдельно здесь нету и быть не могло, как и чеченцев. Потому что все принадлежало, вот, Владикавказ. Гушина, Мамад. Видишь Владикавказ? Да. Да, Гушам. Видно, да? Вот это зеленые части. Вот. Здесь Фельдмаршалская, вот она. Та самая. Вот эта река. Видишь, раздел между нами. Угу. Юбошу. И что горной части Хайоши. Вот. Здесь уже Грозненская, Чечня, Югор. Вот это Ингушетия. Вот она. С хоролами,
здесь Владикавказская. Вот. Ничего из этого, из документов, как вы видите, я могу, конечно, показать еще ранее карты, но боюсь, что если я их покажу, то сегодня валерьянка точно многим не поможет. Карты у нас любого. И карт наш, вот то, что я всегда покупаю, то, что я собрал, то, что присылает Donation, закупаю только книги, все документы, и причем... Вот туда донаты идут. Да, конечно. Если они, конечно, бывают, то туда идут. Конечно, мама. Царщику и отцом туда. Все только на благо. То воин эцунах воевал, хаурвац. Но есть еще один интересный момент. Прошу вас. У нас есть великолепная работа новая. Вот она, академическая работа. Здесь... А? Пошлам. Карты дакайшили граф. Ваша Ahmet şunu da ayetini yeşil. Huyar da ayetin şunu ana. Graf. İlyas el-Gemuas yeşil ha. Ahmet. Ассалам алейкум от Мержой. От Мержой. Мержой задонатили. Мержой вежриша. Ахмад Бов. Мержой. Вашхоевские волки наступают. Красавчик. Источник карты Албах. Так. И Мержой. Дал Сидуэл. Руслан Бек. З. Алязин задонатил. И наша сестра от Иман Эл задонатили. Вот. Сколько ты покупил, Башлам? А? Гинаться голохоне байрасан. телефон, Кач кирдом, ваша адайта, хакач кирдом. Все, что ты отправил, дошло в любом случае. Если не дошло, аши хатса дает не ас, шигалак, сахума дать, ваши связи ауграф, ваш хазарон, альчанил. То, что пришло, я сразу, ты собрал. Ты до скольки будешь делать эфир? Я пока не закончатся деньги. Мастал сериал, эфир. Что цаа галга вас эфир чуал. Диструва вежели. Хуэдуца. Просто он. Халда вот это. Ну, сегодня уже 4 человека нас поддержали. Кому-то, видать, эфир нравится все-таки. Это радует. Так, хотел показать вам одну карту. Башлам. Была Уорсон, целого вешнесло. Все, давай. Ассаламу алейкум. Давай. Уалейкум салам. На связи. Давай. На связи. Так, сейчас я вам покажу. Карты горной Чечни. Вот фрагмент. Западная часть горной Чечни. Карта Чечена. Так, находится в открытом доступе. Вот она. Эта карта. Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Смотрите. Вот. Это. Вот видно? Вот это. Ингушетия. Вот эти земли. Видно, да? Они в Чечне. Чтобы было понятно. Старая карта точно так же. Так. Потом современная карта схема расположения. Орстрой. Вот мне интересно, вот современная карта схемы горных обществ, Схечуя, Мержуя, Галашки, Орстрой. Здесь показана карта горной части селений, которые принадлежит чисто Орстрой. Есть Орстрой? 5 лет принадлежали член. Чувак! From Хром. Они принадлежали всего лишь 5 лет Чечне. Good, very good.
Сколько они принадлежали Ингушетии? 0. 0 лет. Никогда они не принадлежали ингушам и не были под его вообще юрисдикцией. Понимаешь? Разница между вами и нами только в том, что они вам никогда не принадлежали. Вот эта вот книга, вот она, по документам. Я тебе могу сейчас каждое село. Да, чтобы было понятно. Вот они, Арсхоевские села. Видишь карта? Видно? Тимур Музаев, кого ты там приводишь, это все Филькина грамота. Я тебе могу зачитать. Аршты. Так, Сободел. Сободел подсветить надо. Подсветим. Селения, принадлежащие арстхоевцам. Карту могу показать. Бережки. Как это? Самигучи. Маргейста. Галашки. Белхорой. Датых. Мужичи. Нижний Алкун. Верхний Алкун. Так, Катаргашта. Цейшты. Мужаха. Цеха. Цечахни. Мошта. Мереджи еще одни. Хайхарой. Гериты. Даких. Все эти селения принадлежат арстхоевцам. То есть это арстхоевские земли. А Арстхой, они, насколько я знаю, еще раз покажу. Видно? Я тебе могу перечислить. Эта карта у меня есть. Эта карта указывает, это справки Шанаева, западная часть горной полосы Малой Чечни, Грозненского округа, 1906-1908 год. На карте не показана предгорная плоскостная часть Чечни в данном районе. Карта находится в свободном доступе. Вот это современная карта-схема аулов горных областей Цечуя, Мержуя, Галашки, Ашхуай, Караблак, Малая Чечня до 1865 года, до создания ингушей. Вот. Как я вам сказал. Здесь, когда будут здесь в эфире Уарсхуай, когда они захотят, чтобы я прочитал, какие письма и кто какие земли арендовал, здесь все эти документы есть. Чтобы было понятно, это не художественная литература. Здесь документы основаны полностью, это архивные документы на основе рецензенты здесь. Анчибадзе, доктор исторических наук Чеченской Республики, Умаров, точно так же доктор исторических наук Ахмадов Яуз. Все документы архивного управления Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, все эти документы собраны вот в этой одной книге. Понимаете? Поэтому до создания ингушеев, до создания ингушского округа. Стар-Инг. Слушай, не ингушей создали, а ингушевский округ. Отдел, округ, без разницы. Я имею в виду территориально. Территориально. Прошу не путать. Я говорю о территориях, не о людях. Понимаешь? О людях это уже, об этнониме надо смотреть другой. Этнонимы упоминаются в 1770 году, это я знаю. Башлам, а реставрационные работы башен продолжаются? Какие продолжаются? У нас идет в Галанчорском районе, недалеко от Хайбаха. Так. В труде «Кавказский край» указывается, что в 1901 казак
Чувак, ты говоришь за 1901 год, а я тебе говорю, ну вот и зачем, вот, вот зачем ты сейчас меня заставляешь читать эти документы? Ну ты сам виноват. Вот если бы ты это не сказал, я бы сюда бы не зашел, правильно? Правильно. Ну вот, допустим, здесь есть документы, вплоть до купли-продажи документов в этой книге. Ну, чтобы тебе было спокойно, давай зачитаю тебе ее. Heute ашварцо. Ага, баха. Разоблачить весу баха. Документальные материалы. Видно? Так. То есть это не от себя. Чебиева извинилась пришлыми пастухами. Нет, не извинилась. Ты говоришь за 1900... Какой ты говорил? Я имею в виду не переданные 2018. Я знаю, не 2018. Слушай, 20 июня 1893 года. Слышишь, да? Список жителей Горной Ингушетии, поселившихся, внимательно слушай, список жителей Горной Ингушетии, поселившихся в качестве временно проживающих арендодаторов, они взяли в аренду на войсковых казачьих землях по Ассе и Фортанге, захваченных в результате Кавказской войны, захваченных. Если это был бы ваш народ, захватывать его нету смысла. Потому что у вас до еще 1893 года есть соглашение, договор между Россией и ингушами. И эти земли захватывать не нужно было бы. Логически сам подумай. Нужно ли захватывать деньги царской России, если у них есть договор с вами? Нет, не нужно. Что это обозначает? Это не ваши земли. И захватывают их у кого? У арстхоевцев. А арстхоевцы кто? Это чеченцы те же самые, которые были в то время на стороне имамата Шамиля. Логически это так? Россия воевала против имамата Шамиля. У Арстхой были частью имамата Шамиля в основе своей. То бишь с чеченцами. Ведь так получается? Или я логически неправильно понимаю? Ну, зачитываем дальше. Я читаю документ. В результате Кавказской войны у сычоевцев, миржоевцев, галашевцев и ашхоевцев, караблаках, в скобках, Малой Чечни. Малой Чечни. Зачитываю. Документ 3. Список жителей, проживающих по хуторам Асиновское, ущелье 3-го участка Сунжинского отдела, с показанием, с какого времени хутора существуют, с чего разрешение на какой земле и на какой земле. Составлен 20 июня 1893 года. До того, что ты сказал, 11 лет. Ты сказал 1904, а я тебе за 11 лет до того, как ты говоришь, что оттуда ингушей выслали. Оттуда ингушей выслали, потому что они брали его в аренду на захваченных землях арстхоевцев, которые являются Малой Чечней. Понимаете? Зачитываем. Составлен 20 июня 83 хутор Галашки, Вольская земля. Фамилия Аслаков Парагульгов, Чергиз Паргульгов, Зохид Зайтов, Астемир Амхалов, Гайрбек Архиев, Юсуф Ваксагов, Тимирлан Манкиев, Гази Гамбулатов, Экбе и так далее. Там фамилии огромное количество. Я зачитывать не буду, зачитаю. Итого, чтобы было понятно. Итого 168 дворов, хутор Галашки, поселен с разрешения начальства
то бишь русских, царской России, с 1887 года по заключению контракту с войском его население составляют все, кто переехал туда, в Галашки, горцы Хамхинского и Цоринского общества. Вот этот документ. 168 семей. Вот эти семьи. Вот здесь записан документ. Контракт заключенный, в каком году позволили им поселиться. Это 1887 год, когда оттуда Карабулаков в северную часть, или же ушли, прогнали оттуда. Чтобы было понятно, Уастхуай оттуда убрали и заселили туда, с горной Ингушетии, здесь написано, заселили 168 дворов, хутор Галашки поселен с разрешением начальства в 1887 году. Не Башлам, не я ничего не говорю, я тебе зачитываю документ, в который находится в вашем архиве. И в любой момент ты можешь зайти посмотреть. Хутор Мужичи смотрим. Дальше. Первое Асиновское, да? Ты хотел Асиновское? Я тебе Асиновское зачитал. Нет, Асиновку, хутор Галашки я тебе зачитал. Теперь читаем следующий. Хутор Мужич в войсковом земле. Зачитывать фамилии не буду, тебе вот первых 5 прочитаю только. Майли Катиев, Бази Чариев, Аба Катиев, Муса Катиев, Зубайр Чариев, Асламбек Катиев, Асмирза Катиев, Бибол Катиев, Шаухул Катиев, Джантимир Катиев, Эльжаро Чариев, Маги Куртиев, Сосырко Гадарко, Заурбек Гадарко, Мады Гадаров, Гайсултан Бузуртанов, Эрмало Батикаев. Ладно, неважно. Итого заселено 50 дворов. Это селение Мужич. 50 дворов заселили. Хутор Мужич поселен с разрешения начальства с 1872 году. В 1872 году. Чтобы было понятно, в 1865 году 1500 остхоевцев, мухаджиров, ушли вместе с чеченцами в Турцию. В 1865 году. Через... Assalamu alaikum. What? Muslim. Остроился нет чеченцами мало, остроилось ногти могу. Не-не-не, я зачитываю как на документе. Сокет. Я не про это, чтобы было понятно людям вообще. Документ, а я знаю, кто скетоштик. Будер варской ногти. Нет, здесь не про это. Я просто зачитываю фамилии тех, которые были заселены. Кетера, цу юртар арбяха варской. Цу заселены не шло, асбьючбеш. Итого 50 дворов заселились, да? Хутор Мужич поселен с разрешения начальства с 1872 года. В числе 300 дворов горцев, заключивших договор с войсковым правлением об аренде земли по Асиновскому ущелью. Его население составляют горцы Хамхинского и Цоринского общества. Так говорит история. Это селение Мужич. Это когда оттуда Уастхуай переселили, эти места, заключив договор, заселили, как вы говоришь, ингуши. А ты мне утверждаешь, прошло после этого 10 лет, что оттуда вы якобы просили сами казаки выгнать ингушей, потому что это якобы была их земля. Но я тебе показываю, что и они не были хозяева. Хозяева были Уастхуай, которых оттуда из Малой Чечни ушли или мухаджирами, или переселились в северную часть. Дальше. Смотрим. Дальше. Стоп. Фром, ты же любишь историю. Ты хороший чувак. Ты настоящий брат. Я тебе зачитываю документы. Послушай меня. Документы. Но ты меня сам завел. И я тебе зачитываю поэтому. Хутор Алкун, Муса Шадиев, Асимир Шадиев, Кайдах Насуров, Раис Шадиев, Дашлуко Арсханов, Джанбор Шадиев, Дуда Дуркиев, Чанта Абиев, Дауд Балиев и так далее и тому подобное. Итого, Алкун и он, 49 дворов. Хутор Алкун поселен с разрешения начальства 1873 года. Население его составляет горцы, то есть после Уастхуатигар Алкунер Уабаланчут и Ахтиги заселить Бинболгалы, горцы Хамхинского и Цоринского общества.
Хамхвай, Цхорвай, Бубахцу, эти юрт заселиться денеж. В этот. Алкун. 1873 года. Из них часть принадлежит, Цоринское общество, из них часть принадлежит к числу 300 дворов, а часть проживает на собственной земле. Дальше. Хутор Сарали Апиева. Сарал Апиев, Мусос Маргустов, Чингис Эльбаздукаев, Муртуз Алтамиров и так далее. Читаем дальше. Итого 20 дворов. Хутор Сарали Апиева поселен с разрешения начальства в 1874 году. 1874 году. Послушай. На войсковой земле. Население его составляют жители селения Цеч-Эхки. То есть, кто был переселен туда. Из-за, чтобы было понятно, вот здесь, в селении Апиева, здесь Цеч-Эхкер переселится Динабахцу в этот хутор Апиева. Цеч-Эхкер переселится Динаба. Хутор Датых. Смотрим. Тимур Дадутов, Дулат Багачиев, Джанбот Багучиев, Алямирза Баймурзиев, Садула Багучиев, Майли Бугиев и так далее. Не буду зачитывать, там все фамилии написано. Все. Итого 62 двора. Хутор Датых поселен с разрешения начальства с 1875 года. Население его составляет горцы Хамхинского Цоринского общества, которым принадлежит число 300 дворов, арендовавших войсковую землю. Арендовавших. Понимаешь? Арендовавших. Не принадлежащих. Они арендовали землю. А земли эти были завоеваны у кого? У остхоевцев, которые являлись чеченцами и воевали на стороне имамата Шамиля. Доходчиво объясняю. Дальше смотрим. Документ 4. Список жителей, проживающих хуторами в станичных землях, в станицах Нестеровской и Асиновской, приписанный полицейским отношениям к Галашкинскому сельскому управлению 3-го участка Сунжского отдела с показанием какого времени хутора существуют, с чего разрешение. По данным за июнь 1893 год. Смотрим дальше. Документ 4. Хутор Мергист. На земле станица Нестеровская. Урядник Саадул Танкиев, Сарал Дашлукиев, Татак Танкиев, Анзор Бакмирзиев, Джанбот Исмурзиев, Хавсак Эрзмурзиев. Итого 6 дворов. Арендодатели, жители Мецхельского общества, поселенцы с разрешения 1891 года. Вот. Мецхельского общества написано. Хутор Семигоч на земле Нестеровская. Смотрим дальше. Ильяс Вождаев, Чаги Хучбаров, Мусад Замаев. Итого 32 двора. Арендодатели, жители Цоринского и Хамхинских обществ поселены с разрешения начальства 1891 года. 1891 года. Я зачитываю тебе документы. Сколько человек поселились, как они арендовали эту землю, в каком году они ее арендовали, кто им разрешил туда поселиться, кому эта земля принадлежала до, я тебе зачитываю. Я не знаю, какие еще документы тебе нужно приводить. Опять же, это ваши документы с ваших архивных управлений. Хутор Верхние Аршты на земле Нестеровская, Хучбар Хамчиев, итого 2 двора арендодатели поселены с разрешения начальства 1891 года. Это Верхние Аршты. Хутор Нижние Бережки на земле Нестеровская. Маги Акбиев, Курей Далаков, Эда Акбиев, Золотогадиев и так. Итого 8 дворов. Арендаторы, жители Цоринского общества поселены с разрешением начальства 1891 года. Всех, кого я называю, это арендаторы. Понимаете? Арендаторы. То есть они взяли в аренду эту землю. Они не хозяева, они арендаторы. Арендовали они у тех, кто завоевал эту землю. А завоевали эту землю царская Россия. А царская Россия отобрала у кого? Верно. Отобрала у остхоевцев, которые являлись частью имамата, являлись чеченцами. Вот. Или же эти земли принадлежат тем, кто ушли в Османскую Турцию. 1500, 3500 чеченцев и 1500 остальных имеется в виду.
Если говорить восточные чеченцы, 3500 человек, западные чеченцы, к которым относятся Арсхойцы, 1500 человек. Итого 5000 семей переселились мухаджирами. И 100 семей из Ингушетии. Из-за твоего комментария не видно белой футболки. Ну, извини, поменять футболку сейчас не вариант. Нижние бережки. Хутор Фортун. Фортун. На земле станицы Асиновские. Альтемир Газиев, Барзиш Альтемиров. Итого 7 дворов, арендодателей, жителей Цоринского общества. Поселены с разрешения начальства 1891 года. То есть все цоры, которые к Цоринскому обществу относятся, поселены там в конце 19 века с разрешения начальства. Это станица Асиновская 1893 года, 891. Откуда эти документы, я даже тебе зачитаю. ЦГА, РЦОА, Алания, фолиант 20, ОП1, Д743, Л88, 94 страница, об 95, подлинник. Опубликовано Картоев М.Э. к земельному вопросу в Ингушетии, вторая половина 19-го, начало 20-х веков. Архивный вестник Республики Ингушетия, выпуск 5, Назрань, 2009 год. Данный текст дается в том виде, в котором он разрешен на сайте государственных архивной службы Республики Ингушетия. Все эти все эти документы принадлежат Республике Ингушетия. Так что не нужно сейчас говорить дальше. Дальше. Я тебе могу зачитать. Дальше идет. Письмо. Смотрим. Вам земли отдали. Арсхоевские земли отдали. И я тебе зачитываю. 9 июня 1906 года. Первое письмо. Саралиев, Сычоев. На имя члена Абрамовской комиссии Шанаева об исторических землях Цычоевых, Малая Чечня. Вам отдали земли, Цычоев, то бишь Саралиев, пишет письмо. Кому он пишет? Абрамовской комиссии И.Б. Шанаеву об исторических землях цычоевцев. И он пишет, чтобы вернули землю арсхоевцев Арсхой. Здесь написано, его высокородию, члену комиссии землеустройства Нагорной полосы 3-го участка, Назрановского и Грозненских округов Терской области, статному светнику Шанаеву, уполномоченного члена фамилии Цычоевых, жителей селения Базоркинского, Садула Хаджи Икажева, Плиевского, Дуба Хаджи Горчиханова и хутора Верхнего Алкуна Магомета Сарали Цычоева. Заявление. Происходя от древней фамилии Цычоевых, мы хотим хотя и переселились в местность Назрань, но в селении Цычахки остались наши родовые выделенные земли и так далее и тому подобное. Просим вас, всех членов Цычоева, просим хозяйство вашего высокородия, закрепленное таковых наших неотъемлемого полного владения, просим вернуть наши земли. Вернуть. Ну и так прошение есть 1902 письмо Саралиева Апиева, есть прошение, есть Шанаеву рапорты и так далее и тому подобное. Продолжать, думаю, дальше уже нету никакого смысла зачитать каждый документ. Хром, ты меня попросил документ за 1904. Я тебе зачитал документ, начиная с 1878 года и заканчивая уже прошением, чтобы вернули земли обратно 1906 года. Все это время там написано, какие земли были арендованы у кого. Эти земли были арендованы у царской России, начиная от Галашек, Алкун, Мериджи, все эти земли, которые я перечислил, Асиновка, Нестеровска, и в эти места были заселены, вы арендовав эту землю у царской России. До царской России там эта земля относилась к Малой Чечне. Чтобы было понятно, по прокламации Борятинского, я думаю, зачитывать ее не обязательно, можете найти, я ее в каждом эфире зачитываю. По прокламации Борятинского все земли до 1839 года, все, без исключения, которые находились в Малой Чечне, или в Чечне в общем, будут возвращены
чеченцам, чеченской автономии, области, округу, называйте как хотите, кроме тех земель, которыми были награждены или одарены его превосходительством за верную службу царской России. Чтобы было понятно. Если эти земли обратно не вернули Чечне, Малой Чечне, это обозначает, что эти земли как раз таки были подарены тем, кто служил в царской армии. И они не возвращены на территорию Чечни. Получается так. Или же, поскольку там взяли эти земли в аренду, взяли те общества, которых я перечислил, в этих селениях эти земли остались на территории того округа, кто большинство проживает там. То бишь, если бы на этих землях проживали коренные жители этих земель, гипотетически, неизвестно, к кому бы они относились на сегодняшний день, к какому региону или к какому субъекту федерации. Хотя, предположительно, мы знаем. Те селения, Заканюрт, Ачхой, Валарг и все остальные селения, в которых проживают чеченские Нохчи Уарстхой, часть чеченского народа, один из чеченских тухумов, там, где проживает Уарстхой, с тех пор и до сегодняшнего дня эти селения принадлежат им, и этот субъект называется Чеченская Республика, Нохчичу. Называйте его страна, называйте его республика, регион, государство, без разницы, что бы то ни было. Поэтому, извините, какие ко мне претензии? Никаких. Ты зашел, задал мне вопрос. Что касается, что там, работы Гюльденштеда. Ну, работа Гюльденштеда, я для начала, прежде чем ты начнешь о Гюльденштеде говорить или задуматься, ты посмотри, в каких частях вообще Чечни Гюльденштед побывал, сколько что он изучал. Это то же самое относится, как ты написал там Яну Потоцкому, да? Ян Потоцкий, Гюльденштед и остальные. Все, кто, с кем. Вот ты сегодня сказал, что Ян Потоцкий написал неправду. Якобы с ним вместе бухал Урус. Урус был чеченцем, и он всю неправду сказал барону Яну Потоцкому. Бароном вроде бы был, да? Сказал неправду об ингушах. Ты говоришь так. Хотя Ян Потоцкий потом говорит, я нашел подтверждение этим словам. Ладно, Ян Потоцкий был неправ, ты говоришь. Я тебе поясняю. С Яном Потоцким был чеченец, пьяница, да? А с Гюльденштетом сопровождение, и кто ему говорил про общество, про места, были двое ингушей. Ты посмотри, можешь посмотреть. Тот же ваш Гарипекин, кто у них в друзьях был, кто с ним бывал, кем он являлся реально, каким он там был профессиональным, хорошим грибником, не ученым, конечно, которого вы очень обожаете. Хотя у Гарипекина тоже найдете места, где он указывает. По вашим высказываниям мы прочитали, указал, что он говорит, что ингуши это часть единого чеченского народа. Можешь посмотреть. Я, конечно, могу ошибиться. Fortnite или как там тебе было написано. Ты говоришь, вот ты ошибся, сказал, что Николай или Александр II, Николай II и все остальные цари там ошибся там в 19 веке, 20. Я могу ошибиться. Я могу ошибиться Александром I, Николаем II. Это вполне нормально. Почему? Потому что когда ты все читаешь, когда ты все цифры одновременно, они не стоят в голове. Я могу ошибиться Николай I, Николай II, Александр I, Александр II, Петром I, Иваном IV, Иваном III. Это все допустимо, понимаете? Но ошибаться в таком формате, как о своей истории, у вас получается. В Вахуште Багратионе у вас красавчик, который назвал, якобы сказал, что чечане, он делает карты великолепно. Но я вам привел пример. Вы совсем согласны, что пишет в Вахуште Багратионе? Мы сказали, да, он красавчик, он написал правду, вот он чечанин, написал внизу, а вот Дзурдзуки, Кисты, это мы и так далее. Но я вам сказал, спуститесь второй пункт, где в Вахуште Багратионе написал четко,
И однозначно, как он оскорблял наших сестер, ингушских девушек, женщин. Вы сразу заткнулись. Вы сказали, что нет, это неправда, я же изначально сказал. Я знаю, что в Ахуште Багратионе не знал ни черта, ни про чеченцев, ни про ингушей, кроме как материалов, которые он взял. Но это вы утверждали. У вас получается, когда в Ахуште Багратионе пишет, рисует карты, но вы утверждаете, что это его карта, он пишет правду. Это все 100%. Но я вам говорю, прочитайте материал в Ахуште Багратионе. Он оскорбляет наших сестер ингушек. Причем в очень некрасивом варианте. Это же неправда? Вы говорите, да, это неправда. Против чеченцев правда, против ингушей неправда. Так не бывает. Или признайте, что и это правда, или признайте, что и это неправда. Понимаете? Поэтому, да, from Хром. Он не только ее встретил, он встретил двух ингушей в Астрахани, которые продавали ингушскую девушку, которая повесилась, которую обманули, сказали, что берут замуж. Это Ян Потоцкий написал. И чеченскую книжню Ян Потоцкий написал. Я же поэтому тебе сказал, не надо рассказывать того, что ты не знаешь. Ты сейчас меня чеченской книжной упрекаешь. Ну, ты почему-то не читаешь дальше Яна Потоцкого, который рассказывает, как двое привезли туда свою сестру, продать, обменять на ткань еврейскому купцу. Это тоже Ян Потоцкий написал. Сюег мадейца истории. Сон и дик йойз. Вы совершаете глубочайшую ошибку, когда лезете ко мне на нашу территорию. Понимаете? Я же, как и вы, умею читать. И эти документы вижу. Но я вам еще раз говорю, что мы не имеем права друг друга задевать, оскорблять, модить их. Достойных людей оставьте в покое. Мы друг друга достойны хороших людей больше, чем плохих. Ну вот ты зашел, говоришь, я не медийный человек, я не покажу лицо, сам начинаешь рассказывать мне о Гюльденштейне. Гюльденштейн, вот ты говоришь, Гюльденштейн, да, Гюльденштейн записал, что ингушские общества, Майстуай, Нашхуай, Ирвай, ты это мне хочешь сказать? Что они первые заключили договор с Россией вместе с вами? Ты это хочешь сказать? Я знаю это все, но тот же Гюльденштейн и карта Гюльденштейна четко показывает, кистинцы по всей территории Чечни. Почему карту Гюльденштейна вам не нравится, а то, что он относит якобы к ингушам, по словам его непосредственно сопровождающих ингушей, который записал информацию, это правда. А карту, где он написал кистинцы по всей территории Чечни, эта карта неправда. Посмотрите Гюльденштейна карту. Тимура Музаева, ныне покойного, сейчас нету. Ты понимаешь? Понимаешь, в чем дело? Я не могу с него спросить. То, что ты показываешь достоверно, что он имел в виду, что он не имел в виду, я не могу этого узнать. Ну ты мне про Тимура Музаева говоришь, я тебе до появления Тимура Музаева, и даже того он еще на свете не был, я же тебе 19 века документы зачитал, с ваших официальных ингушских сайтов, архивов. Ну как ты вообще, Хром, где логика? Ты мне про Музаева рассказываешь, да, Алгеш-Лоцман, который был в 20 веке. Я тебе документы с 19 века зачитываю. Ну возьми эти документы, прочитай, скажи, Башлам, ты не прав, она опровергни меня, что это не так написано. Что на этой книге не написано, что эти земли арендованы. Где твоя логика? Ты хоть понимаешь, ты мне человека 20 века показываешь, 21 века, да, 20 века, третьем поколении историка, а я тебе показываю документы, живые документы ваших же ингушских архивов. Он описывает события 19 века, а я тебе описываю события, не описываю, а зачитываю по документам. Понимаешь ты это или нет?
Ну как ты вообще, я не знаю, как тебе еще это объяснить. Я просто, у меня нету других слов, у меня нет. Я надеюсь, зрители сами взвесьте, сами проверьте, о чем я говорю. Я вам показал книгу, показал вам документ, зачитал вам откуда, какие селения. Все, я вам показал карты Мухаммада и 89-го года, 98-го года, 1898-го. Я показал вам карту 1868 года. Поэтому прошу дальше. Аж сёги ответить деца аля хари, ответить дирада ацарita. С Телеграма есть у нас какие-нибудь вопросы в Телеграме есть у нас? Так, собор, да? И кажется, кто-то мне Ибраим прислал, задонатил, в Ютубе задонатил. Имени нету, анонимно, в Ютубе кто-то задонатил. В Ютубе задонатил, это аноним. Ибраим, чау, Ибраим, скажи мне, пожалуйста, сколько лет у нас с тобой есть YouTube канал? Можешь мне сказать? Я хотел бы одну статистику провести и рассказать. Или Телеграм, что, Ажваб Дала Мегардон или Тига Мегардон. Я вроде бы нормальным языком доходчиво объяснил. Если я как-то что-то неправильно, я и карты показал, я и архивные документы зачитал. Я не знаю, что еще можно сделать или как объяснить по-другому, я не знаю. Вроде бы я доходчиво все объяснил. Не на эмоциях. И 5000 лет. Вот. Ибраим прислал, и у меня статистика вылазит с 2019 года. Вот, 6 лет у нас существует YouTube канал. 6 лет. И знаете, сколько донейшена пришло за 6 лет? Всем, особенно нашим нординским, которые так любят меня упрекать якобы донатами. За 6 лет, с 2019 года по 2025 год, нам пришло всего по компьютеру, пришло 95 сообщений с донатами. И общее количество, показывает он, донатов с 2019 года нам поступило через YouTube, сумму называю, нынешними. Это за 6 лет мы заработали, или точнее задонатили за 6 лет, это $1000. Сегодняшними 80 тысяч рублей это $1000, грубо говоря. Даже не $1000, даже чуть меньше. За 6 лет эфиров $1000. Так что не надо говорить, что мы тут жируем, богатеем. Так что с 19 по 25 $1000 это вообще ничего. Это за 6 лет, если разделить их 6 лет, 72 месяца, разбить, это даже не $50 даже. Какой там? И того меньше. Хабер думаю, так. Есть вопросы по Телеграмму? Телеграм молчит. Петр Симпалас указывал, что орство происходит именно от ингушей. Но Палас со Санду и Цердону орства не могут произойти, потому что по возрасту они, извините меня, старше. Так, транзакция. Donation. Это задонатили только что через Donation Alerts на YouTube-канале. Прислали донат. Комментарий. 06 регион тоже за хорошую службу дали. Не знаю. Вот такой донат с такой надписью. Кто-то задонатил.
ну, как может быть происходить, как может Палас говорить, что Уарспай это ингуши, когда ингуши, точнее, кандидат исторических наук, Алхазар задонатил, Алхазар ДРС Хил, да, Духвахвайл, Баркал за то, что задонатил. Как Уарспай могут быть ингушами, как Палас или Данилевский указывал в середине 19 века, что Уарспай ингуши, как они могут быть ингушами, когда Уарспай, вы, ваш кандидат исторических наук, называют пришлыми кочевым племенем. Вы определитесь, они кочевое племя или же ингуши. Мы-то своих не называем ни кочевым племенем, да, духа без ну, ты говоришь, Палас говорит, что они ингуши, другой у вас говорит другое. Кому мне верить, тебе или кандидату исторических наук, целый, кто там, генерал, убить Билла, мультяшки и так далее и тому подобное. Целое, я не знаю, вроде она более авторитетная. Николай Яковлев. Вот смотри, вот ты говоришь, Николай Яковлев описывает Орск как полукочевников скотоводов. Вообще хорошо. Вообще великолепно. То есть Яковлев говорит, а ты подтверждаешь. Так получается. Вот ты туда же идешь. То есть те люди, которые спустились с гор, а они горные жители Орска, были вынуждены спуститься и заняли плоскостные земли. Яковлев, который записывал в 20 веке, опять же, его кто был помощником, мы знаем. С чьих слов записывал Яковлев, мы тоже знаем. Ты указываешь, что они были полукочевников, скотоводов. Ты хоть своей головушкой понимаешь, о чем ты говоришь? Какие полукочевые скотоводы? Какие полукочевые скотоводы, если у них чистейшая наша генетика? У них от кочевников ничего нету. Ну, вот что за бред, что за тупую, просто-напросто ересь вы несете? А потом будете говорить, что я плохой, и я на самом деле всех разделяю, и я это во всем виноват. Как они могут быть полукочевыми степняками, идиоты вы такие, если у них чистокровная ДНК наша? Ногти народа, мы не полукочевники, но мы и скот у нас был, и землепашество у нас было, все было. Яковлев, понимаешь ли, записал он, оказывается. Шо вообще, шо инзрит яцвехкана, что дейлдавехкана. Уж то, что от тебя я такого не ожидал. Нет, я мог это от других чеченофобов это сказать. Но то, что ты сейчас говоришь, ты утверждаешь, что ты историк, что ты не любитель. Но ты, если утверждаешь, что Яковлев якобы говорит, Яковлев, ну, опять же, мы же с тобой буквально 5 минут тому назад говорили. Если я буду говорить Потоцкий, что говорил Вахушти Багратионе и многие другие ненавистники чеченцев, ингушей, до чего мы докатимся? Есть современная наука, генетика называется. И генетика показала, что Уарстхай – это чистокровные ногчи, что это те же самые ДНК, и что у нас, и что у них одно и то же. Я не могу понять. Да ты можешь показывать мне хоть Штендера, хоть Паласа, я все это читал. Я тебе в обратную сторону могу 2 раза больше показать. Знаешь почему? Потому что чеченцы воевали всегда. Про них писали намного больше, чем про тех, кто не воевал. Извини меня. Да, о нас писали плохо или хорошо, но о нас писали в 2-3 раза, в 10 раз больше, чем о вас. Ты хоть это понимаешь? То, что ты мне Палас сказал, Рейнер сказал, этот сказал, закидываешь эти писульки, я тебе могу в десятки раз больше показать.
Ну как ты этого не понимаешь? Я тебе столько сейчас книг могу вывалить. Одна книга о чеченцах не чеченцами. Да? Написано сколько? Сборный сведения о Кавказке. Ой, опять. Эх. Авал, это реально from. Я понял, ты, наверное, жимо. Ты реально не догоняешь, о чем я тебе говорю. И прости, дальше я время на тебя тратить не могу. Бях мобил, но ты очень жимо. Вообще у тебя мышление вообще не такое. Айса, хат гальче мацер запрос алият нирка. Айса Москва, алязинуса. Московский, Терлоевский, Айса. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داعش تو خشتك دادوش ساخات للشماتر أو ساخات تاخات كمان. Алла, что башла от исторический и архитектурный и волос, как по-научному это сказать. В общем, что в археологии, в истории, какое значение занимает дорога? Историк, Аллах башлам. А я объясню, почему я это вопрос задаю. Ну, это все время было, это самая важная отрасль развития экономического, социального взаимоотношения. Дорога значит все, это сеть. Это сеть, связывающая развитие любого государства, связывающая с окружающим миром. Ну, дорога на сегодняшний день, без дороги фактически, если нет дорог, то есть это, если сказать, это коммуникация, которая связывает твой народ с остальным окружающим миром. Вот что такое дорога, если сказать лучше. Это же говорит о цивилизованности народа или государства. Конечно, о развитом государстве, оно говорит о развитии государства. Да. Да. Вот, у нас в горах есть дорога, которая называется дорога имама Шамиля. Угу. Она проложена, эта брусчатка, она проложена, разветвленная сеть этой дороги, они доходят ее конечный пункт до Чертных гор и Шалажит и Алячпон. Сабок ламбас бурила молстан. Вот он хатибален буинек. Она заросшая, она, ну, люди знали, старики знали, молодежь особо не знала. И вот там вот, ну, некоторые деятели, я не знаю, нечистые на руку, я не знаю, это там для каких-то своих целей, ну, я не знаю, какие-то хозяйственные деятельности, и они вот эту вот местность, они сейчас все разрушат пошла. Эта дорога, она позапрошлый век моей, в любом случае, брусчатка, ламча, хабалин, букай, отсекачился, и вот где-то с восточных территорий Чечни, да, откуда она была. Ты хочешь сказать, сейчас прокладывают по этой дороге новую дорогу, что ли? Они эту территорию якобы облагораживают и прокладывают какую-то дорогу, и ее начинают портить. Ее сейчас испортят, ее уничтожат они. Просто ты же мог бы как-то обратить внимание. Я понял тебя, понял вопрос, посмотрим. Я как это называется, чтобы внесли в реестр как исторический памятник, большая ценность, и Хаджа пошла, да, чтобы привлечь внимание. И хорошо, да, Хаусардувы. Да, проблема. Йога Ильич вот рассказывает про вот эти вот какие-то надписи, да, там в Рязани, в Назрань, в 91 году были. Просто, ну, это же, эти события происходили же 35 лет назад.
35 лет назад. Это же давно было, и многие люди, которые об этом говорят, их на свете еще не было тогда. Я хорошо помню это время, что происходило в Грозном, какой настрой был у людей, какая была атмосфера вот этого вот состояния, того периода. Многие-то из молодежи не знают, но вот я хочу сказать, что тогда Чечня, чеченцы, они противостояли не России, они противостояли Советскому Союзу. Это было противостояние эти очень напряженное. И союзное правительство предпринимало усилия, чтобы дискредитировать чеченцев, чтобы искали повод для того, чтобы обвинить в национализме, в притеснении малых народов и других народов, понимаешь? И вот это вот, с одной стороны, чеченцам не какое дело до ингушей или до кого-то еще. День Советский Союз дохал Гунда был темныш сцены, Волф Халмадес у нас был противник намного серьезнее. Поэтому вот эти вот вещи, о которых там пытаются сейчас спекулировать, да, что вот якобы писали, оскорбляли, это как минимум недостойно было чеченцев, чтобы опускаться вот до таких вот... Не, ну, самая абсурдность этого вопроса, конечно, никто и не спорит. Абсурдность этого вопроса, она, само собой, просто-напросто... Самое обидное не то, что люди того периода знают, что это полнейшая ерунда. Самое интересное и смешное то, что люди до сих пор, с тех пор, не уезжая, живут в Чечне. Многие ингуши. Если бы данные плакаты бы были, как ты думаешь, оставались ли бы они, зная все это? Или если бы этот плакат в реальности был первый уже ингуш, который проживает до сих пор в Грозном или в Чечне, сказал, да, вы жили, в то время была эта ерунда. Никто ничего не говорит. И они отсюда никуда не уехали. Да, и в то время те чеченцы, которые проживали, были в Чечне, они не позволяли подобные провокации, пресекали на местность, потому что это могло отрицательно отразиться. Конечно. Для государства, которое только создавалось, Да, конечно, это был удар по имиджу, поэтому за этим очень строго следили, не допускали ни подобных вещей вообще. Это было противоестественно для вот того времени, для тех событий. Поэтому это вот ерунда. Еще хотелось сказать, вот ты иногда спрашиваешь, почему они себя так ведут. Просто у меня такое мнение сложилось, что вот сейчас, что бы ни касалось, да, чеченцев, там, хорошего, плохого, это эхом же разносится по всему миру, да, то есть чеченцы это сделали, чеченцы то сделали, и вот эти вот нечистые на руку люди пытаются как-то себя обозначить, да, то есть в этом информационном пространстве, да, как-то зацепить или задеть чеченцев, понимаешь? У меня такое ощущение, что они спекулируют вот этим. Что бы то ни было, спекулировать можно попытаться сделать себе какое-то имя на этом, но умирать-то всем придется. Одно дело, да, они об этом же не думают. И одно дело, ты соврешь одному человеку, это можно понять. Но когда ты врешь так, извини меня, среди сотни или десятки сотни видеоролики остаются на годы и годы, тысячи людей просматривают, и они слышат твоя ложь увеличивается в 1000 раз. Не модей самый опасный вам, да? Одно дело попросить у одного человека, допустим, вот сейчас, смотри, тот человек, кто впервые выпустил вот этот фейк, вот, если это был мусульманин, да,
возьмем, ладно, если это сделали какие-то специальные службы, оставим это. Они свое дело сделали, у них свой грех. Но тот человек, кто подхватил это, не видя это реально сам, и рассказывает до сих пор это все всем, тем же ингушам, допустим, да, которых сегодня сколько там, 497 тысяч или 486 тысяч, всем ингушам это рассказывают, и они поверят, его ложь на 486 тысяч раз нужно умножить. Представим, что на момент, что все они поверили в это. И Бог дусе. Это очень опасные вещи. Цундер Бог, что есть, везри, матеш, малил и хумш малил ди. Не надо в это верить. Это все ерунда. Это все чепуха. Не поддавайтесь на провокации. Молил дайте. Уняден, никто не спорит, Жень, да. Вопрос не в том, что ты споришь или не споришь. Никто не спорит, но я, честно сказать, многие задают, а зачем тебе это надо? Многие думают, что мне за это там заплатили или там третье, десятое. Валлахи, биллахи, талахи, мне никто за это не платит. Никто мне это делать не просит и не говорит. Просто-напросто вот идея такая, что хоть кто-то же должен пытаться изменить эту ситуацию. Вот врут, и кто-то же должен изменить. Да, Заур. Хэз, докчодик, хэз. Башла, я, во-первых, и суд. Я тоже прекрасно помню эти времена с его возраста. И 80-е годы помню. Я помню, что этого никогда не было. В жизни я такого не видел. Это, знаешь, из разряда... Это вот первый раз это я услышал по телевизору, раз какие-то журналисты об этом говорили, что вот такие вот они плохие, вот такие себе позволяют высказывания, мол. Это из разряда, он даже мемория Ельцин, они называют агаски, что значит козлы баш. Айсан таудал, Слушай, Заур, у меня вопрос. Насчет плаката я понял. А ты видел вот этот 200-метровый ковер красный, который был специально заказан, шит Джахаром Дудаевым, чтобы подарить осетинам? Ну, он 200 метров в длину. Расскажи про него. Может, про него ты видел? У меня из окна была видна и площадь, и Саумин, и бывший... Ну, 200 метров, как ты житель города Грозный. Министр ТССР, Заур, строился президентский дворец новый. Заур, Никогда в жизни я этого ковра не видел. Заур, даже не слышал. как ты мог не видеть 200 метров ковер и термер хелбиш? Мубас, там такая труба должна лежать просто-напросто, огроменная. Ты видел трубу, которая... Я тебе больше скажу, чтобы этот ковер поднять, нужен был не простой подъемный кран, там этот Като, помните, был легендарный, вот, единственный в республике, на Северном Кавказе их было только 2 штуки, вот один в Грозном был этот Като. И а Руслан видел, ты не видел Гроздинский, а Руслан видел на повороте, где это... Руслан, знаешь, он... Его так глухаем. Еще в те времена, даже в 80-х годах были вот такие люди, знаешь, вот такие дурачки, знаешь, вот чудаки, которых никто всерьез не воспринимал. Они не были ни людьми науки, ни культуры, ничего. Просто вот чудаки, знаешь, которые сидели у себя где-то дома, что-то вот сочиняли, что-то выдумывали. Ну, надо отдать должное, какие-то плоды, чтобы и руки не подал, да и не подавал. Из таких дурачков хватало. Это с подвала Шухойсон. Были у них какие-то эти тайные кружки какие-то, знаешь, стихи там писали. Дедушка Ленин, Троглотихона Бош, Тулайна Реза Боч, там он что, чашку брызжет. Я хочу, знаешь, что сказать, Башла. Про дорогу вот Айсан начал говорить, там касательно архитектуры, вот, старых памятников. Мы порой даже вот по этим башням, по старинным вот этим объектам каменным, это же целая культура, да, это же целая история, это огромный пласт истории. Мы вот, знаешь, порой упускаем в своих аргументах и контраргументах, да, вот этих нападков, упускаем какие-то
простые вещи, вот доказательства, ну, которые лежат на поверхности, да, и, ну, при этом, которые не может оспорить никто, который, да, ну, невозможно их оспорить. Например, тот факт, и надо об этом говорить, да, тому свидетельству, если кто-то помнит, даже в нашем краеведческом музее, в Грозном был краеведческий музей, очень богатый музей, очень интересный, с различными экспозициями, много помещений там было. И там была целый такой небольшой отдельный зал, и огромная экспозиция была посвящена именно этим башням, именно вот этим каменным строениям, бывшие городища, крепости, склепы. На карте указано было все, где что там, описания какие-то были. На тот момент там известные более... И то, что каждая башня, она должна быть описана, она должна быть задокументирована, она должна, там, официально в реестр должна быть добавлена и прочее, там целая работа. Там было указано больше 400 вот подобных объектов. И вот касательно башен, даже в то время эти споры были, это не сейчас началось, это еще тогда было. Вот в то время, даже в этой экспозиции, был такой небольшой стенд, вы знаете, как эволюция этих башен, как они эволюционировали от более простых до более сложной конструкции. То есть они же не появились просто одномоментно, в один год кто-то не начал строить башни такой высоты, в таких масштабах и с таким предназначением, да, и сторожевые, и боевые, и жилые, с огромным количеством каких-то пристроек, помещений были в мирной жизни, ну, их так использовали, в случае войны там по-другому использовали. Но эти башни, они развивались в какой-то период времени, у них было развитие вот этого строительства, архитектуры или в инженерном плане. Самые ранние они были более простые, не очень высокие, лишь отдаленно напоминающие башни, которых, ну, мы сегодня, которые мы называем башнями, да, но это была вот предтеча вот тех башен высотных. Они Мне интересно другое, смотри. Мне интересно другое. Вот стандартное на тот период, почему они были все 25 метров высотой? Вот почему, из чего исходя это было 25 метров? Условлено, это было, вот там размеры разные были. Вот, допустим, башня на... Нет, не разные. Башни именно боевые. Не, Боша, именно боевые башни везде. Если там речь идет о боевых башнях, везде стандарт 25 метров. Это стандарт. Но это уже И было... мне самое интересное, знаешь, об эволюционировании. Эволюционировали, может быть, другие башни, но именно вот эти военные, боевые башни, они и так находятся в горах. Ахылмалова, Лямнишка, ты же видел, где они находятся? Намного выгоднее было бы их строить изначально двухэтажными или трехэтажными, а не эволюционировать. То есть в этой местности они и так находятся высоко в горах. У них, нет, у них вот это развитие, они же к чему-то пришли. Эти 25 метров, это было уже готовое инженерное решение, которое применялось уже, ну, имело такое... Это я понял. Почему именно 25 метров? Я тебе про другое, про 30. Ну, почему именно 25 метров, я нежности, трудозатраты, да, человека, часы, время, сколько материала, сколько уходит на это, да, ну, возможности, наверное, у кого-то были возможности больше построить башню, у кого-то меньше, но какой-то вот был принят такой определенный стандарт и каких-то военных в целях там каких-то военных боевых действий на то время, вот что из себя представляла война, технологии, оружие и прочее, чтобы лучник не достал, или чтобы прицельный выстрел из кремневого ружья нельзя было произвести, или ну вот по каким-то соображениям это все строилось. Да. Там имела очень важную роль, но каждая деталь этой башни, она в итоге
они, ну, совершенства нет в этом мире, но они были доведены максимально вот до идеала. Ну, Все, что в ней есть, это имело какой-то смысл. Но почему именно 25 метров, не больше, не меньше? Ну, по всей видимости, это было уже какой-то вот проект готовый. Вот как сейчас есть проект, там, школа, больница или что-то, да, вот по какому-то, по ГОСТу, по СНИПам, там, в то время, наверное, это было такое инженерное решение, которое получило наибольшее вот распространение. Именно такой тип, именно вот назначение, видимо, так сложилось просто. Но факт то, что просто живя там в землянке, в глинобитном этом или в пещере, там древний человек раз и построил 25-метровую каменную башню, причем с инженерной точки зрения очень продвинутую, очень сложную, но такого не бывает. К этому должно прийти люди, ну, в результате определенного периода времени, ты имеешь? Они должны заниматься этим, это должно развиваться. Просто так человек не придумал компьютер, когда с палкой бегал, на мамонтов охотился, потом раз и придумать компьютер или собрать самолет. Такого не бывает. У всего есть постепенно какое-то развитие, логика и последовательность. Но и только в Чечне есть вот это, то, как это начиналось, и то, к чему это пришло. Понимаешь, вот эта цепочка, схожесть в архитектурном плане, метод обработки камня, прочее, как это все с годами совершенствовалось, это есть только у нас. Никто не может показать, это не дарвиновская эволюция, это архитектурное такое развитие. Это факт, это скажет любой строитель, это скажет любой, если есть башня, если это была не копия, если это не было подражанием. Ну, копия, это... то есть башни, я когда разговаривал с нашими учеными, там изначально первые они строились, считается, что прародительницей всех башен является деревянная копия, то есть деревянные башни были, говорят они, изначально. Использовали дерево и глину, то есть обмазывали дерево глиной, чтобы она не горела, чтобы не сжечь. Первые вот эти наши каменные постройки, там даже метод обработки камня, камень о камень. Да. Понимаешь? Всего, ну, то, что 100 лет назад было построено там современным на то время инструментами, ну, тут даже говорить не о чем, любой анализ это все покажет. Первые наши каменные постройки, жилища, склепы, вот это все, это обрабатывалось камень о камень, потом только железо, различные такие более продвинутые инструменты. В этом-то и заключается это развитие. Там, где вот ничего нет, есть башни, но то, что было до башен, там ничего нет. То есть нет начальной стадии, нет промежуточного звена, есть только вот готовый продукт, башня, и все. Это говорит о том, что это переняли, это подражание, копия, там, ну, как угодно это можно назвать. И white амбиедации. И то есть следы развития, а не конечного результата. Или там есть, ну, в общем, ну, такие вещи как-то надо делать тоже уклон. Это все на поверхности, с этим поспорить нельзя. Все, кто говорит, что башня это их культура, их достижения, ну, пусть пока. Ну, это мое дело самое главное донести. У нас есть документальное подтверждение. Не башнями одними. Мой славный, да, наш народ, это не только башня, это только небольшой какой-то... Не, но это часть нашей культуры, правильно? Истории. Это часть истории. Это не вся история, это часть нашей истории, культуры. Мы же не строим свою историю, основываясь только лишь на башне. Или на городах, или на селах. Без разницы. Конечно. И вот историю создают люди. Дороги, да, наличие дорог,
чем старее эти дороги, да, чем древнее эти дороги, которые масса у нас в Чечне, да, вот эти тропы все и в горах, и на предгорье, и на плоскости. Это говорит о том, что люди перемещались, это говорит о том, что люди, была торговля, была какая-то экономика, было культурное развитие. Вот как Рим, не зря же говорят, что все дороги, на перекрестке двух дорог когда-то началась торговля, и так возник Рим. Точно так же возникали все государства. Сначала были дороги, потом все остальное. Без дорог не было ни торговли, ни развития. Но это есть, как говорится, коммуникация своеобразная. Без этих дорог маловероятно было. И плюс, не забывайте, одни из самых первых государств, и люди поселялись, где Великий шелковый путь и развитие тех, кто проживал на шелковом пути, оно было уходило намного раньше вперед, чем остальные, кто жил где-то на закоулках. И пока мы с вами общались, нас поддержал наш эфир Байали Хачароевский брат, тоже поддержал наш канал и задонатил. Байал ДРС, Далдукуаволь, Бодиснек, Эзешка, Содольтел, Хачароевцы, красавчики, братья. Баркалшин за поддержку. В любом случае, немногие пишут, Заур, и говорят о том, что вот, как и ты говорил, что это же не живые люди, это не история. Ты-то говорил, что это часть, а многие говорят, это не важно, были башни, не были башни, не обращай на это внимания, не обращай. Я таким людям хочу сказать, уважаемые друзья, уважаемые братья и сестры, но не несите вы, пожалуйста, чушь и ерунду. Не надо так говорить. По вашему пониманию, это чисто философский подход, когда вы говорите, что историю создают люди. Да, историю создают люди, живые существа, называйте как хотите. Тут вопрос не в этом. Но ты никому не докажешь то, что в таком-то веке жил такой-то человек с таким-то именем. Но вот сегодня я попрошу вас рассказать мне о легендарном представителе вашего тейпа 1 века. Ладно, 1, 5 века, 10, 15 века. Вы не сможете мне рассказать. А если бы этот человек увековечил каким-либо образом неживым, монументальным строением, примерно башней, селом, памятником, пещерой или что угодно бы он бы сделал такое, материальное, недвижимое, да, оно бы сохранилось. И 1000 лет бы оно сохранилось, или по крайней мере что-нибудь. Каким образом сегодня историю можно доказать? Как мы доказываем, находящие здесь десятки тысяч? Раскопки проводят, раскопали. Вот буквально месяц тому назад, да, месяц-два тому назад, сенсация. Нашли Аланского или царя, или князя, или да неважно кого. На глубине 10 метров. 134 объекта там, да, как они правильно, не объекта, а как я них называю? Артефакты, да. 134 разновидности этих артефактов. Золото, бирюза, бриллианты, я не знаю, что там, рубины, не рубины, что бы то ни было. На глубине 10 метров. Каким образом можно сказать и подтвердить, что он чеченец, ногчинец? Каким образом? Что сохраняется на протяжении 1000 лет? Так получилось, что только современная наука ДНК может это показать. Сдают ДНК, получают чистокровные, найденные ранее захоронения, беслановские захоронения, показывают чисто чеченское ДНК. Все ногчи будут агович был, и шоной был, эш батой был, дишни был, вардлой был, гаплогруппа этих тейпов показывает. А этой гаплогруппы у осетин как таковой нету. У ингушей маленький мизер, это и то оставшийся от нас, там 1-2 фамилии, которые там есть. Все. Больше нету такой гаплогруппы у этих людей. Но они больше всего кричат, это мы, это наша культура. Ну, я пример привел вам.
Почему я вам все это подробно рассказываю? Если у нас нету башен, ну вот смотрите, пример приведу. Вот у нас есть башенный комплекс, да, мы знаем, что первый башенный комплекс наши советские археологи доказали, нашли в Харачое, это 5-9 века, да, по древесине взяли анализ, радиоуглеродный анализ, дали 5-9 век записан, да, Морковиным, Виноградовым, остальные. Окей, поясню вам, раньше башенных комплексов других пока никто не находил. Никто не находил. Те же башенные комплексы в Ингушетии, которые были указывают на 16 век. Где находится 5 век и где находится 16 век. И люди 16 века, которые строили башни, говорят, мы вам строили башни в 9 веке. У меня возникает резонный вопрос. Вот какого черта ты приперся со своего ущелья ко мне в Харачой, ко мне в домой и построил у меня башню в 5 веке, а у себя построил через 11 веков. Вот логически я же могу этот вопрос задать. И сегодня ты сидишь, на моих петроглифы есть, у меня башня там 5-9, хорошо, пускай. Возьмем те, которые сейчас существуют. Даже существуют. У меня в Чечне есть башни 10-12 веков. У меня возникает вопрос. Оставим 5 век. Башня в Чечне 9-10 века. 10 века, да? У тебя 16 века. У тебя самая древняя башня 16 века, говоришь, мы страна башен, и только у нас есть башни, а вы, чачане, у вас башен не было, это мы вас научили, вы у нас украли, вы у нас повторили. У меня возникает вопрос. Вообще, как вот человек пишет, Евгений Крупнов указал, что башню в Харачее построили ингуши. Вот ты просто-напросто, что ты гений, и если Евгений Крупнов написал, что он гений, одно и то же. Покажи хоть одну башню у себя дома того периода. Прежде чем Евгений Крупнов мог это сказать, или предположить, или ему наускать, покажите хоть одну башню, которая у вас того периода. И логическая мысль. Зачем в восточной части, в Ичкерийских горах, находящийся Харачой, приезжает, как вы указываете, в 9 веке или в 5 веке, хотя ни в 5, ни в 9 по ДНК-проекту, вашему ингушскому ДНК-проекту у вас не было. Потому что первый ингуш появился в 10 веке. Все, нихт вобла. Нету, уже это абсурд. В 10 веке появился первый ингуш. Как он еще до своего, когда его нету в проекте, в жизни нету, так говорит генетика, может появиться башня до его появления за 500 лет. Еще нету первого ингуша, а вот он построил башню в Харачое. Это сказал Евгений Крупнов. Ты говоришь, 12 века у вас башни есть там. Ты говоришь, башни именно, не путай. Не храм, ты говоришь 12 века. Значит, кандидат исторических наук, доцент, ведущий ученый Российской академии наук, соврала на федеральном канале диктору, сказав, что наши башни датируются 16 веком. Ты думаешь, все эти моменты, которые знаешь ты, не знала она? Так получается. Сейчас про храмы Тхаба-Ярды и про храмы Элда-Ярды не рассказывай. Я тебя прошу, не рассказывай, потому что еще под большим-большим сомнением, кто их построил. Построили это грузины, как они указывают, или нет. Вот почему вы не любите, когда вы начинаете переходить на мою личность, вы начинаете оскорблять меня, сестры. Почему? Потому что вот так, просто элементарными, простыми вещами можно вас разоблачить. Вы сами не держите рот на замке, вы говорите, и вы сразу накрываетесь. Почему? Потому что если вы не открывали рот, никто бы не пытался бы вас вообще опровергнуть. Ну как так получается? Как? Я не могу никак понять.
Пошла. Ты не удивляйся. Эти люди не, как бы, знаешь, без явного признака ума, наука там вообще рядом не ходила. Ты говоришь, как человек науки, как историк, как человек, который много сил и времени отдал изучению этому всего. Ну, элементарно, простые же вещи. Это дилетанты, просто свои хотелки. Это Эйлари, Бахари, тут слышал, там слышал, никаких подтверждений, никаких фактов. Сегодня такое время, вот свобода, вот эта свобода, знаешь, слишком много нам дали свободы. Раньше за это призывали к ответу. Да. Раньше за это заставляли отвечать. Башлам. Поэтому не было такого распространения вот этих сказочников и прочих этих. Раньше всему должно было быть подтверждение. А сегодня можно говорить все, что угодно и безнаказанно. Да, интернет все требует, как говорится, анонимность. Написал, Башлам, как ты относился... Башлам, отвлечемся от темы, как ты относился к ингушам до 2018 года? Честно, никак. Я вообще никак не относился. Я Бючхазда Цабьезом Барса влюблен был в одну ингушку в студенческие годы. Очень. Но не более. Больше ничего. Она грозненская была. И генер, все. Хазелир больше никак. Вообще никак. Вот честно тебе скажу. Дела даже не было. У меня понятия не было того, что вот между нами есть такие трения. Никаких вообще. Вот и все отношения. Может, она норвегкой стала? Я не знаю, стала ли она или нет. Я не знаю. Норвегка она... Почему она должна стать норвегкой? Ну, кто такие норвийцы? Норвийцы – это лжецы. Это не нация. Это не народ. Норвийцы – это люди, которые врут. Понимаете? Пüç-büyük вот царь, что Норвегия. Сказочники. Сказочная Нарния. И все. Башлам, я думал, пустил слезу, когда вспомнил про старую любовь. Да нет, она мне нравилась. Я и не признавался об этом. Я в то время вообще царуц еворся. Я был очень рыжим. В то время я больше читал, чем ухаживал. Не был я ни блондинчиком, не был ни брюнетом, а рыжий не в моде при любой погоде. Нас и так всю жизнь рыжие. Конопатый убил дедушка и лопатой муж. Вот и понятно, почему Башлам. Валлахи, биллахи, талахи. Хохдак лиш хиру. А здесь что? У меня нету ненависти к ингушам. Дейл дях нету. Вы не поверите, я клянусь вам, Аллахом, у меня нет ненависти к ингушам. Валлахи нет. И я реально считаю тех людей, которые несут эту чушь, врут. Я считаю их просто сказочниками. Но не больше. И пüç шанс. Дейли 20, дейл он. Валлахи, биллахи, таллахи. Цахиет суна. Цаму харца халкин бердуй. Которые выросли без надзора отца, которому позволяли все время делать, что он хочет, орать, материться. Вот вырос ребенок один под палкой, так сказать, грубо выращен, как он должен быть. А другой отпустили. На самотек сказали, хайну где? Вот так я вижу чеченцев и ингушей. Один баловшный, а другой под палкой, строгий. Вот такую я вижу аналогию, понимаешь? И нет у меня никакой ненависти, нет никакого презрения, нет. Вообще, да. И то я говорю, мне понравилось. Я не признавался ей в любви, я не ходил на свидание, мне никто ни в чем не отказал. Хазхиетарбас, и все. Она была методистом в университете. Ее дочка мне очень нравилась. Чего хазва, я говорю, ну и все, не более. Вот как я был знаком на тот период до 2018 года с ингушами. Больше я не был с ними знаком. И как, я говорю, больше нет ничего.
Ну, Руслан, а. еще одну вещь я хотел бы сказать. Вот часто ставят под сомнение что именно? свой период времени, мы там где-то прогибались или еще что-то. Под что прогибались? Вот. Ну, под власть, вот это власть, что там, что-то это. Мы прогибались? Ногчи умно ждут. Ну, идут туда, типа, раньше вы молчали, раньше вы это не говорили, а сейчас вот там вот, туда-сюда, что же раньше не говорили, боже, нас упрекают, да? Может, раньше вы были заняты другим? То я сейчас скажу одну вещь, что то, что ногти под свою лямку тянули всегда, свое продавливали, ногти, при любой власти. Вот тебе... Я скажу так, Заур. Я Я тебе скажу так, я тебе скажу так, по мне есть два варианта достижения цели. Можно более грубой, жесткой силой, можно мягкой силой. Чеченцы такой народ, который пробует и то, и другое. Мы попробовали жестко, у нас не так пошло. Теперь мы пробуем мягко, и у нас идет все нормально. Да. А ты продолжай дальше говорить, я просто... Ты говори, слушайте, я не ухожу. И культура, и фольклор, и все, что все наше чеченское, то, что мы не просто помнили это или там пытались как-то сохранить то, что мы развивали это во все время. Я вот вспомнил про вот это новое здание, президентский дворец, который наш был в 90-х. Старый, видите, а президент? Ты же про старый дворец говоришь? Заур. Президентский дворец. Да, старый баба. Нет, старый это был Совет Министров ЧССР. А новое здание, вот это, в 90-х годах, где Захар сидел, который разрушили. Но это старый, не юга, старый, юга. Старый, юга, Тулайна, новый. Да. Вот это здание, вообще изначально проект этого здания был совсем другой. И предназначение этого здания было другое. Изначально он строился как детский медицинский центр, там детский на весь Северный Кавказ его. Потом это кому-то отдали эту пальму первенства другой республике, какой-то, не помню. Потом из него хотели кардиологический, как кардиоцентр в регионе. И это тоже потом исключили этот вариант, тоже это отдали кому-то другому региону. Да. Не помню какому. Но и сам проект этого здания был другой. Изначально это здание, я помню, как строилось это здание, оно должно было выглядеть по-другому. А почему это здание выглядело именно вот так? Это был проект именно наших чеченских инженеров, дизайнеров, которые совместно многие. И мало кто сейчас знает его стилистическое решение вот этого здания. Если найти фотографии, в интернете есть фотографии, вид сверху этого здания, что из себя представляло вообще это здание. Само это фасад, его фотку сейчас откроете, увидите. Это гармошка, Нохчи Пуандар будет. Насозен. Нохчи Пуандар будет. От здания, и оно такое чуть овальное было, полукруглое такое. А сзади этого здания было еще одно здание, прям примыкающее к нему, круглое. Это было здание, тоже относилось к нему, для приема делегаций там официальных каких-то там был ресторан для правительства с зимним садом,
двухэтажный, по-моему, с большими витражными окнами, зимний сад, там все эти помещения переговорные, там. То есть оно было круглое. И если сверху посмотреть, это такой архитектурный ансамбль получается, да, сложный, ногти пандари, ногти воты. Это нашими архитекторами было разработано. Вы можете найти в интернете это здание сверху. Само здание, ногти пандар будет асузен. А это горг здание, из ногти воты. А это 80-е годы, начало, середина 80-х годов. Сожимоволш, я помню, в начале 80-х, по-моему, вот началась стройка. Я помню, как огородили это место. Заур, Хейнер Буарзамхо, Йон. Да? Хейнер Буарзамхо, Йон, Барасам. Жимат, Башлан, жимат. Что поделать? Да, Да, 16 лет, понятно? Молодец. 16 лет. Пантола. Ну, с Богу, и Войновки, он был, я почему это знаю, эту историю. Мой отец был, он первые свои шаги начал в гражданском строительстве, он был один из лучших инженеров, и он был вот один из молодых инженеров, который работал вот над строительством вот этого президентского дворца. Я просто знаю, я знаю вот эти разговоры, я это все слышал. Очень не хотели принимать вот этот проект в таком виде. Знаешь, что я помню еще? Еще передала. И архитектура, и зодчество, когда ты начал нас рассказывать, вообще даже современное, 20 века. Я помню еще, когда Ахмад Хаджи Далазов пробовал 20, когда он еще в начале нулевых годов, кажется, помнишь, был еще в то время хуелец, Раскоченце, они собирались в городе Грозном у администрации, или в Толстой юрте это было, кажется, я не помню. Он рассказывал о строительстве Грозном. Выше 4 этажей нельзя будет строить босс. А помял даже видео, ёпцин. Еще Ахмад Хаджи у него спрашивают, а почему, с чем это связано, почему не будет так? Ну, это небезопасно, у него там сейсмоопасно, босс. Я думаю, он, наверное, бы сейчас... Уверьте, фамилии Везендерис. На старого тому Умари. Наверное, он сейчас, если живой, не знаю, в гробу бы перевернулся, если бы увидел сегодня строительство башни, которые огромные высокие дома элитные в Грозном, которые больше напоминают Дубай. Здесь 4-этажного здания уже, если такими темпами пойдет, скоро и не останется. Вот они... Это все сказки. Вот они... 16-этажку, когда построили, это было самое высокое здание в регионе. Их должно было быть сначала 4 хотели построить, потом сказали, что 6 таких зданий будет. Ну, когда Союз развалился, весь этот проект тоже рухнул. И вот эти грузинские дома, болгарские дома, вот эти... На минутке, которые? Болгарские дома, что имеется 10 этажей. Вот эти на минутке, которые были, это были вот грузинские дома, потому что... Разве вот, не болгарские? Болгарские дома, о чем он слышит? Не, именно минутки, которые были, это грузинские дома были. Я имею в виду те дома, которые до... Сейчас, где памятник Байсангура Биноевского, Сундуал не слушают, не знают. Тогда цены дошли. Это вот эти 9-этажки, ты немножко путаешь. Там рядом было 12-этажка, это болгарский дом, болгарский проект. А вот эти 9-этажки с таким голубым орнаментом, с чеченским орнаментом, вот именно 9-этажные дома, это от и до проект чеченских инженеров. Это только в Чечне были такие дома. Это наш проект. А вот на минуту круга были вот эти дома. Это для Грузии был разработан этот проект, и Грузия, как там города побратимы, что-то такое, дружеский шаг. Это грузины подарили нам вот этот проект, и грузинские инженеры тоже работали, когда строили эти дома.
А вот эти так с голубыми на торце, вот так, голубые, помнишь, наверное, Да. Это были, это с нуля проект. Уважаемые друзья, с Инстаграма прошу прощения. У нас закончился трафик, поэтому у нас валейкум ассалам. Поэтому у нас отключился эфир. На ваши вопросы я ответить не успел, но можете повторно задать. Ибрахим, есть ли в Ютубе вопросы? Если есть, задавайте. Когда нет меня в эфире, вы в директе присылаете огромное количество различных вопросов. Ибрахим, сколько там человек в Ютубе, и есть ли у них какие-либо вопросы, задают они, пересылай, постараемся ответить, если есть. Книги у нас в доступе. Лучше, когда мы в эфире, задавать интересующие вас вопросы любого характера. Главное, чтобы не политического. Политические вопросы мы пока не решаем и не можем никак на них воздействовать. Поэтому желательно, конечно, чтобы вопросы касались истории, культуры, географии, каких-либо документов. Вот такого формата. Если есть, конечно же, вопрос. Если нету, тогда я дам вам возможность отдохнуть. Вот. Телеграм мой подключенный, чтобы не говорили, братья, вот когда ты в Телеграме сделаешь эфир, Телеграм у нас подключен, вы можете задать в Телеграме вопрос, или же аудио, или же можете вести дальше
или через Инстаграм можете, или же через YouTube. Пишите, задавайте вопросы, интересующие вас, которые вам. Здесь был вопрос, считаю ли я, когда-нибудь будут ли возвращены земли Сунжинского, Малгобекского района. Я не знаю, не могу ответить вам на этот вопрос. Но думаю, что провокаций больше не будет с той стороны. И да и думаю, возможно, федеральная власть не позволит этого. А так, если будут продолжаться провокации, если будут обсуждаться то, что никогда не было, и сегодня некоторые люди пытаются приписать к себе, то боюсь, что этот вопрос рано или поздно, возможно, может стать ребром. Это предположение. Вот. Но, опять же, будет ли это или нет, это как вопрос с пригородным районом. Вернется ли он обратно в обитель свою, в Ингушетию, или не вернется? Никто не может ответить на этот вопрос. На ТикТоке 30 человек, в Ютубе 100 человек, в Рутубе 10 человек. Ну, 140 человек, это получается у нас ТикТок, Ютуб, Рутуб и Телеграм. Одновременно 4 социальные сети у нас идут. Если есть вопросы, задавайте в ТикТоке, в Ютубе, в Рутубе, без разницы. И без разницы какой-либо вы национальности. Если это касается непосредственно истории Северного Кавказа, то бишь чеченцев, вашей истории взаимоотношений с соседними народами, соседними регионами. Я вот эти 2 недели, пока отсутствовал, за это время я поехал в Малгобек, в Карабулак, был в 2 местах в гостях, был приглашен, пообщались с братьями. Врать не буду, в основном я общался только с Орстхой. Орстхоевские братья позвали, мы пообщались. На самом деле очень хорошей, дружеской атмосфере. Не дружеской, братской, я бы сказал, атмосфере. Потом оттуда поехал на Адыгею. В Адыгее побывал, вплоть до Анапы доехал. И, так скажу вам, территория наших братьев-адыгов, она огроменная, бывшая территория. Ныне это и Краснодарский край, и часть Ставрополя, часть, вот, и плюс Кабардино-Балкария. Да, это большие территории, но природа однозначно очень сильно похожа на нашу, в основном. Вот. Хорошим, понимаем. Башлам в Карабулаке. Ты где бывал? В Карабулаке, в городе Карабулак. Где бывал? Остальная информация оставим. Я не люблю, когда потом каким-то образом наших братьев пытаются задеть или что-то сказать. Вот. Достойные братья встретили, посидели, поели, пообщались. Правда, я был и там недолго. По час-полтора штаирсу. Мне надо было ехать. Причем соцара Волшбор, ну, так сказать, надо было выехать. Давал Ешурсу. Есть и другие, не только исторические, как говорится, вопросы. Нужно как-то жить, как-то работать. Поэтому времени было мало. Вот так вот. Это поселение основал Альдар Цичоев. Так, есть ли вопросы? Что-то я чувствую, вопросов совсем вообще нету. Люди, походу, устали. Время позднее. Обычно, когда мы сидим в этой истории Чечни, до 3 часов активных было, Телеграм, Телеграм, из-за того, что Инстаграм у нас подключен, вы такие сегодня тихие или как? Или нет вопросов по тематике? Ведь вы можете говорить, да, чеченец остров. Башлам. Давай я заполню немножко пустоту, пока люди думают над вопросами.
Недавно смотрел вот этот альбом, тоже вспомнил. Старый альбом Грозный. Ага. Кафе вот это легендарное Татабаня Дагеоша. То многие слышали, ну мало кто знает, да, что это откуда это название пошло. Хонхая? Нет. Это все город в знать. Венгрии. Это город в Венгрии, Татабаня. В начале 80-х годов вот этот венгерский город Татабаня и город Грозный стали городами-побратимы. Тунде и Венери, это венгры построили это кафе. Просто я в Инстаграме, там, в интернете часто вижу эти публикации, но люди даже не понимают, что это Татабаня. Некоторые вообще думают, что там баня какая-то была-то. Это было кафе, его венгры построили. В честь вот того, что Грозный Казбек Татабаня еще пока стояли. не решил. Хадица зовут. Так просто информация, знаешь, чтобы люди знали недавнюю историю города. Такие даже у нас даже Варшава была какое-то время города побратима. И, по-моему, даже итальянский какой-то город, если я не ошибаюсь, то ли Верона, то ли какой-то город тоже когда-то был Грозному, вот города побратимы были. Ну и многие города всего СССР. Турции какой-то город, забыл название. То есть в разные времена, ну как политика менялась, также и это, кто-то там разрывали отношения. В разные времена по-разному было. Это побратимость что-нибудь давало нам? Побратиму быть-то можно Это, с кем? нет, это давало. Ты не помнишь, наверное. Я-то помню еще в Грозное. Какие-то концерты давали, какие-то... все понял. То есть культурное обогащение, взаимоотношения. Культурный обмен был. Да, я понял. Культурный обмен был. Да. Даже делегация, я помню, французы как-то приезжали. Грозно, большая делегация, жали около центра, так шли, что классно, жиморцы, ну, так я помню. С ветеранами они встречались, бывшими партизанами, которые во французском легионе, там много. Ну, это я читал, Да, вот сейчас точно не скажу, но вот по вот этой тематике в Москву, я помню, в Москве какой-то съезд, какой-то там что-то было, много иностранных гостей. И оттуда приезжали и итальянцы, и немцы приезжали даже из ГДР. Заур, Собордила, минута. Жили какое-то время. Заур, Собордила, 5 минут. Друзья, задали вопрос. Есть источник, что наши ногчи жили на берегу Черного моря, и слышал Башлам Цунах Алла. Я же сегодня в эфире зачитал. Есть эти данные, мы зачитывали об этом. Я закидывал. Посмотрите первую часть, она уже загружена в Инстаграм. Есть очень много о том, что мы были у Черного моря. То есть конкретно мне скидывал наш брат Тимур по данным, что даже непосредственно мой тейп проживал как раз таки недалеко от Черного моря, на побережье Черного моря. Источники есть, но опять же, как жили, какое взаимоотношение у нас было с местным населением, были ли мы вместе или нет, сказать однозначно я не могу. Но то, что у нас очень тесные взаимоотношения были с адыгами, имеется в виду чеченцев, это однозначно, эта информация у нас есть. Башлам, после Второй войны раскопав курган в селе Кардон по дороге в Шатой, были найдены останки прямоугольный песчаник, разбитые черепки. По истории, что могло находиться в этом месте. Но в любом случае прямоугольный песчаник, разбитые черепки. Ну, слушайте,
что могло быть в этой области, предгорье или даже в Шатое. Вы знаете, что это место сражения, особенно где бурно развивались, были очень сильные бои в этой области, именно если в Шатойское ущелье при входе, вы знаете, это единственное место, это врата в Аргунское ущелье, вот. И очень много сражений именно Чахкарейхинс, Чури Ойли, Иштиометкюис, из Чуя-Волча. Там были очень многие сражения. Очень многие. И мы сегодня однозначно маловероятно сказать, к какому периоду относились вот эти разбитые черепки и так далее и тому подобное. Относилось ли это к 15 веку, когда Тамерлан через два ущелья, через Аргунское и Асиновское ущелье поднимался в горы? Или относится это к Кавказской войне? Но мы знаем, в том же ущелье у нас были очень частые сражения, там убивали и многих и аварских нуцалханов, которые нападали на чеченцев через именно непосредственно в это ущелье, Аргунское ущелье, Шатой. Там же были сражения с царской Россией очень много и очень кровопролитные, с учетом того, что одни из самых на тот период воинствующих тейпов шатоевских, это Варандуай, Хаккуай и Пхантуай, которые в этом ущелье как раз таки в основе. Я не говорю дальше, чтобы вы понимали, я говорю ближе к выходу. Вот. Были они, и было очень большое количество. Трудно сказать сегодня, можно было бы сказать, если бы эти найдены были черепа сегодня, можно было бы сдать ДНК, узнать, какой век они были. Пробитые черепки или разбитые черепа, или отрубленная голова, если было похоронено, то в любом случае мы должны понимать, что или в бою они погибли, были похоронены, или в братской могиле, как таковое понятия нету, наверное, более раннего периода они были захоронены. Без того, как они были зафиксированы, записаны, я не могу наглядно сказать. Вот вчера мы закинули очень важный момент, я, как и написал всем вам, и указал, что это очень важно для нашей истории. Неважно, где бы это было найдено, то есть найденный вот этот каменный саркофаг, найденный вот этот горшочек, 600-700 лет, и возможно бы и не нашли, если бы дорога бы, как говорится, оползень не произошел и не появились как бы признаки того, что там есть захоронение. Потом уже спасательные наши работы наших археологов, что там есть зафиксировать, быстро раскопали, зафиксировали, сфотографировали. Ну, на то это каждый день, каждый месяц. Ну, скоро я обещаю, по крайней мере, мне так обещали, мы скоро обязательно поедем на раскопки. Очень важной тоже майкопского периода на территории приблизительно, где существовало государство Сим-Сим. Я надеюсь, скоро я вас порадую новыми видео, вы узнаете еще немножко больше о нашей истории, о нашей родине, об археологии. Это очень занимательная, очень интересная наука, профессия. Ну, честно сказать, должны быть нервы, очень должны быть терпеливыми те работники, которые работают в археологии. Я им завидую, их нервам, конечно. Хотя многие мне говорят, ты очень спокойно, как же ты не нервничаешь. Ну, вот у археологов, когда ты начинаешь вот с этой щеточкой, кисточкой маленькой, каждый миллиметр очистить, я бы, наверное, не вытерпел. Ну, дай Аллах им здоровья, нашим археологам. Они сегодня очень хорошо работают, и за последнее время очень многие находки сделаны. И довожу до вашего внимания, что все, что было найдено, все, что было зафиксировано на видеокамеру, описано, его украсть нельзя и невозможно, потому что весь мир об этом знает. Благодаря вам, распространяя, когда вы ставите лайк, когда вы показываете, везде распространяете видео, это имеет огромное значение. Репост, лайк, комментарий 1-2, вы продвигаете в топы наши видео, и оно набирает, как говорится, непосредственно наше видео вперед. Твое мнение: Сталин черт из-за того, что выслал
народы или нет. Просто некоторые псевдовойнах и говорят, виноваты. Сталин черт, я говорю так, мое мнение. По мне, Сталин где-то убийца многих народов СССР. Это мое мнение, я имею право так думать. Родоначальник Хаккой, кстати, происходит ингушей. Родоначальник Хаккой старше ингушей по возрасту. А то, что какая-то ветвь Хаккой находится сегодня в Ингушетии, это ничего не значит. Там живут многие чеченские тейпы. Ассаламу алейкум, башламу алейкум. Что там слышно об шариатском суде по поводу Ауха Борзы? Я сам очень слушаю, жду новостей. Пока затишье, пока тишина, я не знаю, чем, честно сказать, что они решают. Может, там какая-то дата установлена. Пока тишина. Пока тишина. Вот такая ситуация. Слушай, ну, если так посудить, я тебе скажу так. По научному докладу, который был зачитан на симпозиуме в Грузии, в городе Тбилиси, в Государственном университете Тбилиси, скажу тебе так. Всего населения в Ингушетии это 486 тысяч. И из них 100 тысяч это чеченцы, проживающие в Ингушетии. Вот среди 100 тысяч чеченцев, которые проживают в Ингушетии, а это ваши данные, ваших докладчиков, которые сделали в Грузии, я тебе скажу так, плюс-минус то, что там могут быть Хаккой, Нихлой, Эккой, Тирвай, ну и так далее и тому подобное, то это, я не считаю Орствой, я говорю, что 100 тысяч чеченцев. Так что это еще, ты можешь сказать очень много. Если сегодня они граждане Ингушетии, ты говоришь, я с тобой соглашусь. Да, они граждане Ингушетии. Но если по национальному происхождению, Хаккой чистокровные ногчи, и у них не ваша ДНК, как бы вы хотели или нет. ДНК L3 в основе своей, большинство, в процентном соотношении, 85% находится на территории Чечни. У чеченских тейпов. Понимаешь? L3 это не ингушское. Поэтому я бы поговорил, но рядом домашние спят. Я бы поговорил. Ну, я тебе, как говорится, кто там рядом, я не знаю. Инши добровольно отказались от ПР, как ты будешь возвращать пригородного района, так и так далее. Так что вот так вот. Так, друзья, у нас 2 часа ночи. Мы начали сегодня в 9:30, уже 4 часа эфир. Я постараюсь, не обещаю, постараемся сделать и завтра эфир. Я всем вам благодарен. Особенно я благодарен тем братьям и сестрам, которые поддержали наш сегодняшний эфир. Задонатили, поддержали, значит, вам понравилось, значит, следующий эфир будет еще лучше. Опять же, мы будем больше уделять внимание документам, книгам. Готовьте свои вопросы заранее, что вы хотите узнать. Постараемся побольше о чеченских тейпах поговорить, побольше узнать о наших селениях. Я в конце каждого своего эфира конечно, я хочу, чтобы вы попросить у всех ради Всевышнего Аллаха прощения, если я каким-то образом вас задел. Еще раз повторюсь вам. Я констатирую факты с книг, которые у меня есть, которые я читаю, которые я вам показываю. Истину знает только Всевышний Аллах. Не обижайтесь, все мы на этом мире братья и сестры. Просто кто-то врет, а кто-то пытается говорить правду и на пути истины. Я пытаюсь, чтобы мы все были, и братство наше было на пути к истине, а не на лжи. Братство может называться, можно говорить «мы братья», но держать за пазухой камни или же
заниматься табачными делами, фитнес заниматься, это, я считаю, ниже достоинства любых представителей. И всех людей, которые пишут в директе, те, кто матерятся, те, кто говорят не эзди, я прошу вас ради Всевышнего Аллаха, если вы материтесь и начинаете свой разговор с мата, я хочу довести до вас и сказать вам, вы рабы, вы бичи, вы зеро, вы ноль. Не пишите мне. Ищите себе подобных. Общайтесь с ними. Я общаюсь только с эзди людьми. Эзди человек никогда не позволит себе ни тешамболх, ни материться, ни грязно выражаться, а мусульманин и подавно. Если вы что-то не понимаете или видите в чем-то, что я не прав, просто спросите, просто задайте вопрос, просто узнайте, что да как. Валлахи, биллахи, таллахи, я не против тейпов, шахаров, тухумов, этносов, субэтносов. У меня этого нету. Понимаете? У меня нет ненависти. Я ко всем отношусь очень хорошо, очень добродушно. Всех уважаю, ценю, люблю. Главное, что дюхар вайбусул бадуш. Йога нохчевик, нохчевуш. Давайте каждый будет жить в своем доме и заниматься своими делами, не лезть соседу, не пытаться передвинуть забор, не пытаться рассказывать о его семейных проблемах и так далее и тому подобное. Занимайтесь своими делами, мы будем заниматься своими делами. Что касается истории, история в основном написана другими народами, которые описывают нас, и верить кому или не верить, это дело каждого по-своему. Всем желаю удачи, с вами был Башлам. Завтра, если получится, завтра попытаемся сделать в 10 часов, если получится. Или в Телеграме, или в Инстаграме вы узнаете по нашему, как говорится, анонсу. Масан Бюставдия Галер, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был ваш брат Башлам. Еще раз повторюсь, все мы являемся братьями, или кавказцами, или единокровными братьями. Все, кто не хочет быть братом, не хочет быть единым народом, пошел к чертовой матери. Ты нам и рядом не нужен и не снился. Кто хочет быть братом, кто хочет быть единым народом, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дава, это был Маша, адекват. Так. Что-то не туда я.